Всем привет! Мы сегодня начинаем проходить Atomic Heart. Игра у нас вышла не так давно, но я еще не успел ее пройти от русских разработчиков, которые там живут где-то в другой стране, но не в России. Ладно, поехали, что, давай начать новую игру. Я думаю, давай выберем норму, да? Пусть это будет наивно, потому что разработчики заявляли у нас то, что игра будет сложной. Давай попробуем на норме для начала, а там посмотрим. Что там? Совет от Храза. Делайте то, что делаете, однажды вас это чему-то научит. Отлично. Ну давайте, учите меня. Люблю это место. Кругом позитив. Наш комплекс ЧВН изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Отвали, перчатка, сам знаю. Я тут не впервые. Он на перчатка разговаривает. Балдеж. Здорово, Даман. Будем кайфовать, конечно. По крайней мере, постараемся. Ах, лето. Лето красное, будь со мной. Бля, кто же это пел-то, я не помню. Но это советская песня. Даже, наверное, из 90-х. Но лавочки такие у нас в России еще до сих пор стоят. Пугачева, точно. Но это значит году где-то примерно... Здорово, Олег. Это значит, получается, в 80-х она где-то пела эту песню. Газировочки. Ну как же, да, в Советском Союзе газировки-то не бахнут. И стаканчики даже мыть там. Сами мыли стаканчики в автомате. Ох, дела. А если ты, кстати, не отвечаешь, то это он за тебя выбирает. Тут, я так полагаю, диалоги не особо влияют на что-то. Опять сипуха в дереве застрял. Всегда веселюсь, когда вижу. Чё? Какая сипуха? А, вот это? Навигационные системы Чувака велик украли. Заметно. Балдеж. Вот эти вот, я знаю, усатые роботы вовчиками называются. Погода прекрасная. Васпа, привет. Красота. Так, зачем свинью кто-то выгуливает? Клубничная, ландау, домашняя. Но такие, кстати, для советских времен типичные коляски у всех одинаковые. Сейчас там, как ни посмотришь, дамочки гуляют с колясками, у всех они там разноколесные и так далее. Что там, аппарат будет, не пропусти, и мытье стаканчиков там в начале, чел будет, ну погоди, смотреть это автор. Вот это пасхалка. А, ну, я знаю, что там есть в комнате сохранения мультики, ну погоди. Ну, автоматы по-любому должны быть, если они тут газировки мне предложили. Ух ты, получается! А это не баба Зина случайно? С праздником вас! Я думаю, не так сразу, да, ее, наверное, мне покажут. Баба Зина, говорят, тот самый крутой персонаж. Доброе утро, сынок. Как настроение? Отдохнул? Доброе, Дмитрий Сергеевич. Так точно отдохнул. Жду указаний. Как тебе твоя новая перчатка? Какой-то начальник Лучше, или чем доктор, старая. да? Переживаете. Иначе быть Это и не была могло. баба Зина? Я Балдеж. лично разрабатывал это устройство. Я думал, тут Будь всех бабок аккуратен. одинаково Оно делают. важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сберегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. А что за праздник-то Хаусен такой? ведет Прям тебя в красный курс день дела. календаря какой-то. Я свяжусь с тобой позже. Это типа Может, 9 мая, может? Отсылочка. Потому что, ну... У меня только такое предположение, то что на 9 мая такие красные шарики. В воздушном порту вас ожидает автомобиль Турбина. Вам все понятно? Понятно, не Или тут забудь. вообще всегда Я вечный рад, что у вас праздник. не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу, Занну. Угу, все. Справочное бюро. О, такие вот автоматы, точнее не автоматы, а тележки с мороженым, где продавали.
Я только в фильмах видел. Их не помню. Может, я, наверное, еще маленький был. Что он продает? А, вот такая штука, по-моему, в перчатке должна тусоваться у меня. Сложность норма. 50-е годы. Ну куда уж, мне-то точно я не видел. Ну, значит, в фильмах только. Хотя я не знаю, вот этот мужичок одет, по-моему, ну, сейчас до сих пор такие так одеваются. Некоторые. Кто еще там, я не знаю. Ну, лет 40-50 которому. Ну, погоди. Не толкай. Родненькая, товарищ, ну что вы там стоите? Хотите, чё надо? заходите к нам. Вместе смотреть будем. Я слышал, не хочу, но погоди, Нет, спасибо, смотри. я просто мимо проходил. Причем, да, меня вот привлекли к диалогу, сам я того не хотел. Союз Печать. Вот такие ларьки я помню. Мы там еще всякие журнальчики покупали. Они прям так и назывались, Союз Печать. Потом они тут... Кул, мы там покупали журналы, что-то молодежь какой-то, что-то такое. А, это был автор «Ну погоди» в окне. Как же его, Котеночкин, что ли, фамилия? А он был? Прикольно. Что там? Процесс о 3 миллионах протазанов. Я не знаю такого фильма. Ну, это, наверное, тоже отсылка какой-то. Полимерное просвещение. Ну, это прям этот, как он. Сиги поштучно, да, возможно. Нет, у нас в Союз Печати сиги поштучно не продавалось. Они продавались конкретно в ларьках. Союз Печати только у нас в газеты были. Я не знаю, может быть, в других городах иначе. Ну, коляски, вот, по-моему, у всех такие были. Только разноцветные. Еще для меня... О, с этого музыка. С Кавказской Товарищ пленницы, майор, по-моему. подслушивать личные разговоры неприлично. Вот и не подслушай. 15 июня. Концерт как это праздничный. Вчера я прошел полимеризацию предварительно. Ну, это прямо, вот, я не знаю, очень похоже, когда тебя в третьем биошоке отправляют. Давай ты столиком будете рабочий с колхозницей. А ты? А я космонавт. Замри. Я вот не помню. А, подожди, да, у нас Союз Печать на Быстрыках стоял. Ну что там, все? Давайте посмотрим, что получается. Не помню, что поштучно продавали там что-то. Внимание. Я, наверное, поздно курить начал, вот о чем. Загорает? Ну, точно. Я вот никогда не понимал такую фишку загорания, и что, действительно помогает? У нее вон тень на полморды. Ладно, потыкай дальше. Ну, мужики тут прям все одинаково одеты. Хоть сейчас в строй. За стендом? А каким? Тут стендов до хера. Вот такая штука у нас, по-моему, до сих пор... А, нет, в городе уже не осталось такой. Но я такую штуку помню. Лето в разгаре! Управляй роботами силой мысли или нет, а знать, где у него... А за каким стендом? Тут их до хера, правда. Прибор «Мысль» обретает в жизни смысл. Вот Добрый этот день, ваш? товарищ. Подходите, я Товарищ. в полном вашем распоряжении. Желаете получить мысль? Давно пора. Типа мысли Не-не-не, читать? спасибо. Я просто смотрю. Зачем смотреть, когда можно... Знаете, спасибо. Ничего не надо. Все, чего касается... Ну, платье, Солнца, по-моему, это предприятие тетки прям типичное, а вот парик как будто нахлобучили на голову. А платье такое типичное для годов этих. Тоже было видно. Вот до того края, чтобы было видно. Будет отличная композиция. И я вот не Я знаю, буду дамой из будущего. носили ли Два брюки моих женщины в заботы. 50-х. По-моему, больше склонялись к юбкам каким-то, платьям. Надо еще как-нибудь. Есть идеи? Бля, ну эти тетки криповые какие-то. Будете рабочий с колхозницей. Когда вам тут надо ко всему подходить и все читать, и надеюсь, что... Давайте посмотрим, Ну, что давай, получается. давай попробуем надеть, что он предлагает.
На недельку. Ну Добрый это день, скляр. товарищ. Это скляр Подходите, пел. я в полном вашем распоряжении. Желаете получить мысль? Давно пора. Не-не-не, спасибо. Я просто смотрю. Зачем смысле просто смотреть, смотрю? Да, когда да, да. можно получить это уникальное персональное устройство прямо сейчас? Но у меня такое должно Я быть в могу перчатке. подобрать вам Может быть, нужную пока еще нету, конфигурацию, но должно быть. Вплоть до цвета. К вашим этими вот глазам щупальцами. подойдет фиалковый. Вы ведь уже прошли полимеризацию? Угу. Вы даже не представляете, насколько. Разве мысль заработает раньше понедельника? Конечно. Разве вы не знаете? Судя по вашей униформе, вам разрешается опробовать мысль уже сейчас. В данный момент устройство работает не только в качестве телефона и налобного фонарика, но и позволяет привыкнуть к ощущениям от его ношения. Она же бесплатная? В смысле, на тот момент уже у них Абсолютно. телефоны были? Давайте я вас Ну, подключу. в смысле, мобильный? Что-то в этом роде имеется в виду. Ну давай подключай. Вот, на F применить, оказывается. А есть что-то на пробел, на Enter тыкну. Ну давай. И к башке, да, эту херню. Киберпанк. Вот киберпанк, которого мы заслужили. Хорошо. Странно. Не могу получить доступ к вашим Ну можно, по-моему, биометрическим мышкой данным. вариант ответа выбирать. Возможно, какой-то сбой. Извините. Ладно, не парься. Я все равно не люблю бижутерию. Бывает. Извините еще раз. С праздником! Эй, ты, перчатка экспериментальная. Я рассчитываю, что польза от тебя будет больше, чем от этой нелепой брякушки на лбу. Раз ты такой уникальный. Бля, профессора Лебединского, я только помню то, что который пел там «Я убью тебя, лодочник». А что за мост? Хранитель знаний. Я тебе ничего не должен, перчатка. Странный багажник. О, я думал, он деревянный. Ну это прям этот, как его, салют, по-моему. Не салют. Или салют. Какие у нас взрослые велики считались с рамами? По-моему, салют. Или орленок. На орленок, кстати, чем-то есть. Урал. Не знаю. Не слышал такого велосипеда Урал. Да, на взрослике. Можешь на взрослике кататься, чтобы яйца не отбивать? Это было охеренным критерием, как бы. Можно тебе дать велик прокатиться, или ты его ёбнешь на первом повороте. Ну или сам яйца отобьешь. Да, под рамой можно было ногу просунуть. Ну на этой раме можно еще и куриша катать. Предприятие 3826. Узнайте хронологию великих открытий. И, конечно же, почтите память всех жертв военных. Так, а я не все мелочи-то тоже, видишь, помню прям. Это ж такие отсылки, как бы, тут из разных эпох практически. Тут и 50-е все помешали, и 60-е. Лебединского песня, по-моему, в 90-х была. Столько счастливых и благополучных людей на улице. Нельзя Как охватить в все Китае. необъятно. Вы бывали в Понимаешь? Китае, товарищ майор? Да где я только не был. Ну, в Китай, может, и ехал. Предприятие Ничего. 3826 располагается не так далеко от земли союзного Китая. Мне нравится дух этих людей. Газета Говорят, там «Патриот». красиво. Не врут. Не знаю такой. О, ну в каждом городе должен быть Ленин. Какой-нибудь любой интерпретации. Это прям классика вообще. А это кто? Я не узнаю его за гриме. Это кто такой? Того мужика уже второй раз встречаю. Это предприятие 3826. Может, это Карл Маркс? Точно, Карл Маркс. Вот такого босса будем бить по-любому. Называется беляш. А почему беляш? Смешной такой. Потому что если будешь глупости спрашивать, он поджарит тебе жопу. Фу. Почему так грубо?
Роботы не жарят никого. Они не могут причинить вред человеку. Конечно, не могут. Это отсылка на будущие события. Этот мультики, что ли, Дорогая смотрит, Людмила сидит. Что он Леонидовна, читает, кстати? Я бы хотел сказать вам, Квентин Дорванд. что не завхозу пишу. У них мобила, походу, местная. О, это Вовчики. Ему подзатыльник треснуть. И он такой чик-чирык. Чик-чирык. Я один раз только был в Твери на подобном монументе, как бы. Почитал тоже, постоял. Блин, прикольно было. Вот что памятники у нас умеют делать. Постой-ка здесь, Вова. Дальше я сам. С родненькими моими. А почему у него номер 2? Ну, Ну-ка, мне еще нужен Вовчик какой-нибудь. От пули вел, от фашистской чумы не уберег. Один я остался. Посмотри. Целую корзину принес. А сегодня Славка... Это староват он для 50-х годов. Думаешь, я забыл? Я Мы ведь с тобой тоже ничего не значит и про нас. Ник. Вечная память героя. Вечный почет. Вы прошли всю войну, товарищ майор. Вы Так. что-то вспомнили? У этого Ну, тоже реально Вовчика, не кстати, помню. у него После двойка того на ранения этом, на ни виске. черта не могу вспомнить. Вертится что-то в голове, а что? Не понять. Товарищ Сеченов создает полимеры чудо науки, Блядь. предопределившие Вы дальнейший в ход общественном развития месте? советской мировой Да пошел цивилизации. 36-й год. Ну тут вся история по игре конкретно идет. Коричневая чума. Осознав неизбежность своего краха, Третий рейх наносит всему миру страшный, подлый и бесчеловечный удар. Враг выпускает на свободу смертельный вирус коричневой чумы. Вирус уничтожает людей с огромной скоростью. Спасения от чудовищной пандемии нет. Существующие медицинские препараты бессильны. Война отняла у СССР жизни 10 миллионов граждан. Коричневая чума унесла 150 миллионов наших товарищей. Скорбим и помним, никто не забыт и ничто не забыто. Изобретение водородной ячейки. Товарищ Сеченов и Филимоненко, или Филимоненко, наверное, создают первую советскую полимерную водородную ячейку. С этого момента будущее робототехники СССР обретает глобальные перспективы. Это ключевой момент в истории науки и техники. Лучший мы СССР, могучие ученые, товарищи Вавилов, Захаров, Королев, Курчатов, Лебедев, Павлов, Сеченов, Филимоненко и Челомей объединяются в единый научный коллектив, положивший начало стремительному взлету научно-технического прогресса СССР и всего мира. Научная когорта. 37-й. Это полимеры. Ну, понятно. Предприятие сколько лет уж на страже Союза? 43-й. В СССР стартует глобальная государственная программа развития промышленности и народного хозяйства. Создается гордость отечественной науки. Предприятие 3826. Консистенция научно-технического гения советских ученых. Кстати, что прикольно, то что они сделали лор игры, пояснение истории игры. Вот именно таким образом. Обычно как? Там какая-то заставочка, картиночка, мультик, текст идет и так далее. А тут ты просто подходишь к монументу, хочешь почитай, хочешь нет. Коллектив 1.0, 46 год, на территории предприятия 3826 состоялся успешный запуск нейросети. Коллектив 1.0, первый в мире глобальной сети, способный объединить в себе все достижения человечества. Это вот то, что они на висок вешают стопудово. Первый полет человека в космос. 51 год, 12 апреля. Могучая наука СССР совершает казавшийся невозможным советский космонавт Юрий Гагарин совершает первый полет в космос. Ну, кстати, если я правильно помню, то Гагарин первый человек, который скорее не только в космос полетел, а который с него и вернулся. А скорее всего подопытные были люди, но они просто не возвращались.
Поэтому Гагарин считается таким зафиксированным самым дядькой мощным. Как долго наука шла к этому. Сила полимеров невероятна. Такая красота невероятная. Я в детстве и подумать не могла, что можно будет так далеко и так высоко летать. Я это стимовскую версию взял. Она по оптимизации настанет получше день, будет. когда человек Они даже создаст немножко нужную интерфейс атмосферу изменили. на Луне, Марсе, Венере и Пробовал других деф-версию нашей ставить, она солнечной что-то как-то, системы. ну, вода там плохо как-то сделана. Ну, не знаю. Удалил, не стал. Не проходите мимо, товарищи! Взгляните воочию на модель. Разрешите поинтересоваться? Кто такой? Ничего не нужно. Вы можете задавать мне любые вопросы касательно звездного неба. Какие вопросы? Разрешите поинтересоваться? Ну понятно, тут зацикленный Ничего диалог. не нужно. Клизма на ножках. Я понял. Видишь, тоже им же не нужны вот эти конфликты, им же предъявят потом со всех сторон. Это у нас может быть, там, знаешь, это как-то лояльно будут, а тут нет. Они что Здравия на всю желаю. планету Майор Нечаев вещают. по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор! С праздником! С днем рождения коллектива! Угу. Я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется, перед вами будущее советского образования. Личная разработка академика Сеченова. Это у тетеньки плащик, по-моему, работника гестапо. Когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, содержащего информационные знания, например, физико-математического вуза. И вы образованный гражданин. Хотите выучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино? Ну это типа все в С считанные запуском минуты коллектива можно сделать. 2.0 такие знания будут доступны каждому. Ой, да, знаю. Можно пропустить эту прелюдию? Простите? Ну, конечно. В вашем случае потребуется что-то более действенное. Однако инъекции нейрополимера все равно понадобится. Товарищ Сеченов знал, что вы придете, и уведомил меня о вашем прибытии, агент П3. Возьмите эту капсулу. Какой? С полимерами, да? Я думаю, все-таки в игре юмора хватает. Только что вы добавили в свою перчатку функцию сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Кстати, кто-то в обзоре жаловался на то, что как сделали плохо сканер в этой игре. Типа, у тебя глаза, во-первых, сильно устают от этого дела. Там какая-то миссия есть, где надо долго этим сканером пользоваться. И непонятно, где какие объекты расположены. Давай посмотрим. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления ладонью вперед. Сожмите все пальцы, кроме большого и указательного. Большой и указательный пальцы выпрямите так, чтобы они образовали между собой прямой угол. Сканер активируется. Мы так в детстве пистолет показали. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? Ага, хорошо.
Левый альт это сканер. Так, здесь, дочь моя. Хочу заметить, что это очень удобный жест. Вот это заебись, Он вот это был богоугодная разработан хуйня. нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. А можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени? Слушай, заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. Надо, наверное, какие-то загадки не смею решать. вас задерживать. Ну, не знаю, что-то как-то... Ну, в принципе, я не думаю, что часто придется этим сканером пользоваться. Вот, но на альт пока не очень удобная раскладка, посмотрим. Вовчик там что-то вообще какой-то жестью занимается. Он бегает смешно. Весь такой веселый. Но это пока, это только начало, сейчас потом жесть начнется по-любому. Мне показалось, что они что-то как-то из пустого в порожнее переливают. Нет, чем-то занимаются действительно. Терминаторы, короче. Посмотреть, как овчики устроены. А там что происходит? Чинят Вовчика. Все, пройди-то можно? Дорогие товарищи, напоминаем вам, что выступление... А сейчас корабля на бал сразу, да? Вот-вот начнется. А дорожка-то для кого? Они что, близнецы? Не похоже. Здравствуйте, дорогие товарищи. Я Дмитрий Сеченов, а это предприятие 3826. Голод Горбачева. Мир, труд, май, вся херня. Это не 9 мая, это 1 мая. Сегодня мы с вами стоим на пороге величайшего события в истории человечества. Всего один шаг отделяет нас от удивительного и невероятного эволюционного скачка, который Вместе с нами ты шагай к звездам ввысь, в далекий край. Ну, очень, правда, похоже на вот начало третьей части Биошока. О, он недавно тут на воротах стоял, вон там вот, через мост. сеть, в которой человеческая мысль будет управлять машинами. Сеть, в которой каждый сможет... Что у него? А, я думал, что-то в руке. низкоквалифицированном труде и посвятить высокому. От лица предприятия 3826 представляю вам устройство будущего. Хоть через забор на праздник посмотреть. Мысль, посредством которого вы станете важнейшей частью коллектива 2.0, ибо самая важная его часть — это люди. Ну тут прям все флаги стран СНГ. Объединившись Чё, в холл высотки? могучий разум, не знающий никаких преград. Сейчас зайдем. Что это? Турбина. Но это Волга. По-любому же Изучать Волга. науки за феноменально короткое время. Иметь доступ ко всем знаниям человечества. И, конечно, Все одинаковые. приумножать их собственность. Прям сразу видно у нас этот слет партийный идет. Управление. Громоздкое оборудование связи, магнитофоны, бумажные электронные записные книжки и прочее. Чайка? Мысль заменит вам все это и много А я думал, другого. Волга. Ваши возможности
станут воистину безграничными. Изучить иностранный язык за 1 минуту, выучить квантовую физику за сутки, знать наизусть все шедевры мирового искусства. Все это станет возможным Ну, после это, того, как вы отсылка на Родина-мать. возле своего виска. Для совмещения Мужика с серпом что-то я не помню, чтобы какой-то был отдельно. Обычно серп и молот, он с бабой был нарисован. Здорово, Илюх. Отрадно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже подана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я, натерли. Полимеризацию вместе со всеми Натерли. согражданами Великого Совета Наш вождь нас под красное знамя собрал, и наша судьба величава. Тому, кто наукам сердце отдал, почет, признание и слава. Зайди на Ну, вершину тут прям революции. пролетарии всех стран, объединяйтесь. Глобальный запуск сети Соединяйтесь. состоится 13 июня 1955 55-й год. Но тут разные десятилетия намешали. Люблю это место. Трассировка Который раз здесь бываю, какая-то, но да? не устаю удивляться. Как красиво сделано. Наш лифт только что прибыл. Это лифт? Ну точно, Биошок. Так там мы в капсуле какой-то спускались. А Сеченов, по-моему, это главный бабайка, да, в игре? Так вот, сначала вроде даже вот, когда сейчас по площади шагал, вроде нормально. Видимо, подгрузка идет локаций. Тормаживает сначала. Но сейчас уже нормально вернулась. Хер знает, но вот стимовская версия куда лучше оптимизирована, чем на торрентах выложена. Приехали. Вот это размах. Наука — это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Кроме болтовни всяких Сейчас все на электронных этих сосок перчаток. фапают. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Как банально, да? Вот, Ключик. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь. Ну, ключик сделан не банально. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Спасибо, гений. Без тебя бы я точно не догадался. Этих баб, короче, одна балерина сыграла. Читал про них то, что они ростом что-то почти... Ну да, прическа как у Тимошенко. Ростом они почти как леди Димитреско, только чуть-чуть пониже, там что-то где-то на сантиметров 30, по-моему. Самая высокая все равно пока Димитреско. Не хотят меня опускать. Что, обратно идти? Сесть в турбину, понятно. Пошли обратно. К чему это было, я не понимаю. Просто зашел, ключ получил. Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы Ну, отстроили сейчас себе не отличный не город будущего, подтормаживай. шеф. Во всем Советском Союзе такого не найти. Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше, к звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. 5 FPS Фантазия и упал. наука идут рука об руку. Значит, подгрузка между Большинство локациями современных идет. изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, П-3.
Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Если у них сейчас такие технологии с робототехникой связаны, то что, они до сих пор в космос не полетели? Не освоили, допустим, Луну там и все такое? Может, где-то оставили на следующую часть? Почему бы нет? Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс Вавилов. Терешкова. Это понятно? Так точно, Дмитрий. Это прикол, видимо, на Валентину, да, Терешкову, которая тоже космонавт, потом у нее крыша поехала. Сажусь в машину. Ну, давай попробуем поводить автомобиль. Чайка. Она же турбина. Мастурбина. А почему в любую мне не сесть? Они все одинаковые. До сих пор двигатель внутреннего сгорания стоит? Машина замечательная. Наука не стоит на месте. Вон как все быстро обновляется. Ну, это ДВС. Когда на электродвигатели поставят, вот это будет здорово. Это да. Кринжовые Терешковы. А че это такое, краска отлетела или тут у нас так? Да, походу краска так прорисована. Или это освещение такое странное. Кринжовый Терешкова. Ладно, поехали, чё, к этой Терешковой. Вообще, вот если такая фишка с ключом, бля, нахер его запихивать? Зачем тогда замочная скважина, если он через электричество открывается? Что вспомнилось там? Фильм называется «Черная молния». 2009 что ли года. Это такой наш ответ Марвелу, DC. Там же чувак же тоже, по-моему, на что там у него или Чайка, или Победа была тоже. Древняя такая тачка, она же летать умела. Да-да-да, это возможно отсылка на этот фильм. Ну, плюс еще и фантастика, и то, что писали. Пожалуйста, Пчелки, что ли, местные? Мы желаем вам приятного полета. Ну, я так и думал, что они летают. Так, ну радио... Машина летит не сама. Весь Советский Союз ликует в связи с Машине лететь помогает этот жук. Парады прошли во всех Да, крупных я городах только что страны. оттуда, не надо. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной Политику рабочей нафиг. силы. Мы заготовили достаточное количество устройств мысли. Дефицита быть не может. Успокоил за граждан ужас? города Озерск председатель горосполкома товарищ Можно же Ткачев. просто музыку. Зачем нам у нас руль крутится? Плюс 26 Нет, там градусов Цельсия. ту-туру-туру-туру-туру-ту-ту-тум. Ту-туру-туру-туру-туру-ту-ту-тум. Туру-ду-дум. Бля, не могу вспомнить. Легкий ветер. Я думаю, земля в иллюминаторе будет попозже. Союз Гранит, проходящий над озером Лазурь и соединяющий два важных полигона предприятия ВДНХ и Сахалин. При помощи железнодорожного сообщения основанного на ВДНХ и Сахалин. Сахалин. Совсем, блядь, рядом. передовой технологии конструкторского бюро «Челомей», личной разработки профессора Лебединского. Вот этот мост, да? Сейчас вы можете наблюдать СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего советского народа. Угу. Ленин, партия комсомол. Трафан начинает боевой разворот. Товарищ майор! Чего она начинает? Почему? Осторожнее! А мне-то что с этим делать? Расстегивайте ремни безопасности. Вот дерьмо! Воздушного транспорта.
Сейчас какой-то пролаг был. Вот еще раз. До 59 КПС Давайте падает. руку. Я провожу вас в комплекс Вавилов. Надо Да что понаблюдать. за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штатном режиме, как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Сколько даже человек в минуту. Ты что творишь? Валите нахер отсюда! Чик-чирыки Как прилетели. невежливо с их стороны. Работа лифта восстановлена. Так, все, да, уже драться Отъебись будем ты уже, сейчас. сука! Хотя бы тут не так матами Наш душат, подъем как в Киберпанке. продолжается Спасибо. в штатном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа и произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Дрофа, помню, такое издательство книжное было. Ой, пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого хрена? Все, война началась. Зачем дырка посередине? Для воздуха? Че там? Ход зарабатывания достижений. Оружейный барон 1 из 12. Ну точно. Это, видимо, 12 этих тут будет комплексов или что-то такое, регионов, да, каких-то. Вот это было в трейлере. Я вот не пойму, главный персонаж у нас киборг или что, он какой-то просто с этими, с какими-то... Черт, как же болит башка. Короче, полностью он, ну, этот, биомеханика или что? По-моему, у нас до сих пор такие пожарки живые, автобусы, кстати. Пролаги опять. Сейчас посмотрим. Может быть, придется подснизить настройки. Пока стоят высокие. Волшебник, я П3, прием. Сынок, ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Куры. Сергеевич. Пойдем на куры ходить. Объект операции Виктор Петров. Ирак. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. А курица можно убить, а стекло нет. Стекло бронированное у нас. Что тут? Районный центр. Все же мурики. Ну-ка, давай хрюшку зарубим. Она живая или нет? Таким рассечением, я думаю, эта свинья долго не прожила. А, бля, меня атакует, надо текать. Кстати, я только 2 раза ее ударил, она у нее, по-моему, еще с другой стороны ранение. Ну-ка, давай я на противоходе бахну. Свинка, свинка, не молчи. Опа, по жопе, загасил. Какие у нее яичишки симпатичные. Что там? Север 64D. Вавилов, администрация района. А куда надо идти? Найдите вход в комплекс. Ну, то есть, перемещаемся с открытого пространства в закрытое.
Не, давай-ка, что там, мне не нравится FPS, как прыгают. Качество давай на среднее бахнем. Да, блядь, я уверен. Ну, стабильнее будет. Владимир, до свидания. А из них что-то можно высасывать? Или там какое-то добивание было? Я не могу понять. Бэм, бэм. И куру заодно, куру. Все, и куриха она. Вот это вот что такое? А это вода. Сколько раз приходилось плыть через полимер. Ни разу не задохнулся. Чудо науки, блин. Вынырнуть, левый shift. Что за ФСР? Можно, конечно, попробовать, типа, вот, сделать высокое, но... Где-то тут была такая штука волшебная. Вот, не качество сделать, а производительность. Вот так давай. Попробуем, позырим, что там с ОПС будет. Так, а здесь я Вовчика завалил, да? Все нормально. Ну, пока стабильно вроде держится. Не, нихуя. Все равно какие-то, вот я не знаю, подгрузки идут. Давай тогда на качество поставим. А этих ребят на среднее. Хрена ж тебе! Дрожь земли. Слушаю вас, майор. Что известно об объекте задания? Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0, был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины, после чего был отправлен на принудительные работы в комплекс Вавилов в качестве заключенного. Понятно. Разберемся. С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ попасть внутрь. Пошли искать. Сейчас мы из сортира кого-то должны достать. А как, интересно, тут мужик, лутаться? Иду, ты там живой? Да там не мужик, это ж слышно. Хрюшка опять бронированная. Да, я же говорю, это не человек. Он слишком сильно покакал и чуть не умер. Твою мать, отвали ты! Пошел нахер, сука! Пошел ты нахер, козел. А где топор? Глаз потерял. О, бабзина. Чё ты рот раззявил? Чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Come with me if you want to live. Бабка сразу, видно, войну прошла. Ладно, понял. А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей, и те, кто не успел скрыться, им... каюк. Мне бы оружие раздавать. Я думал, она покрепче выразится. У меня есть. Но я тебе своей не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов?
Мне как раз туда. А он прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Твою мать! Пчела! Чтоб тебя! У нас 30 секунд, двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! Как она по летающему роботу определила, что нам скоро пиздец? Работает. Иди сюда, Громила, иди сюда! Быстрее, 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 быстрее! Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! Да, вот так. А я их пока задержу. Мать, да ты при арсенале, блин. Ты что задумал? Так. 2 дня вы мне покоя не давали. Получите. Не, ну бабка с автоматом это сюр как бы. Тролля. Это жесть. Черт. Дыш. А это у тебя откуда? Ты малой. Может, лучше я? Ключ держи. Сейчас она с мухи начнет А я уж тут валить. сама. А в контейнерах вовчики сидят, что ли? Но они сейчас к нам и прибегут. А нет, это не вовчики. Это беляш. Надо ныкаться. Где бабка-то? Понятно. Бабку мы, наверное, не скоро увидим. Все? Наверное. Ну да, покурить сейчас точно самое время вообще. Хера у него затяжка. Вот вляпался, Пол сигареты сразу. Так. Как лутаться? Понятно. Что тут темновато. Необходимо найти способ открыть бронедверь. Может, придется Без поярче тебя, сделать. Не лезь с тупыми советами. Лучше расскажи про этого Петрова. Как его вычислили? Предатель Петров был раскрыт Михаилом Штокхаузеном и арестован бойцами отряда «Аргентум». А здесь он как оказался? После суда Петрова вернули в комплекс Вавилов в качестве заключенного для дальнейшей работы. Что, во всем Советском Союзе больше никого не нашлось для этой работы здесь? До запуска коллектива оставались считанные месяцы. Меня с главного инженера не имело смысла. Петров должен был закончить свою работу. Вот его и заставили. Ну и что в нем такого особенного? Виктор Петров, бывший главный инженер секретного отдела Академии последствий. Занимался программированием робототехники для сети коллектива 2.0. Ясно. Найден щебетарь. А, это походу местные аудиокассеты, походу. Щебетарь этот. Только сделаны они почему-то как часы. Давай, прикрутим штурвал. Там кто-то живой. Что еще за фонарь. Мужик, держи руку! Держись, держись! Винтовочку отжали, да? Напоминаю, что несанкционированное хранение. Вот это что такое? КС-23. По результатам эксперимента Дробовик. Понятно, с одним патроном. и грозит высшей мерой наказания. Пока походим, короче, с топором. Я его избавил от мучений. Безопасные зоны. Каждая комната отдыха является безопасной зоной. В каждой из них находится автомат для ручного сохранения игры. Я понял. Вот эти обещанные мульты. Ну погоди. Могли бы и по этому, по контуру всему растянуть, кстати, телевизора. Либо сделать его квадратным конкретно.
Что это? Патроны для дробаша, 3 штуки, детали из металла. Хранение. Понял, принял. Бля, мне одному кажется, то, что темновато. Давай чуть-чуть поярче. Качество. Сейчас глянем. Четко это где? Где яркость? По-моему, мне кажется, что темновато. Может, в главном меню? Хотя оно вроде не меняется. Качество, визуальные эффекты. Я тут в Хогвартс, когда играл, нашел вообще яркость, она по-другому называется. Наверное, то же самое. Где-то она должна быть, она просто называется через жопу по-любому. Тени, дин-дин-дин-дин, визуальные эффекты. Ладно. Давай пока рядом с сохранением. Попробуем в главном меню ковырнуть. Опции. Вот она яркость. А чё, и двойка, и все, максимально? Ну, даете. Ну, давай так. Яркость главных опций, в главном меню. Он, в принципе, такой часто встречается. А серия чего уже другую показывает? Ну да. И восстали машины из пепла. Предупрежден, значит зачищен. Противники могут использовать мощную атаку, которая при попадании собьет П3 с ног. Когда противник собирается атаковать, X раз подсвечивает самый удачный момент для уклонения от удара. При активации красной подсветки во время движения используя ворота левый shift. Ну понятно. И чё? Где какая подсветка? Подожди, попробуем не атаковать. Умер. Странно, странно. Левый shift. И восстали машины из пепла. При активации красной подсветки во время движения используйте ворот. Позвольте совет. Ты что, не видишь, я занят? Старайтесь не пропускать мощные атаки робота. Да они все мощные. Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического всплеска, особенно мощные. Они способны сбивать вас с ног. Твою мать, ты чё сразу-то не сказал? Угу. Что-то вроде дэша какое-то.
Так меня надолго не хватит. Так, Первая их, железка да? чуть на тот свет не отправил. В уничтоженных роботах находятся капсулы с А я неприятным безгранично могу восстанавливать здоровье или реанимационным что? медикаментом. Извлеките их и Ну, мужика я всё используйте равно для спас. экстренного восстановления повреждений. Сколько тут лутаться, да? Майор, будет Массовый сбор ресурсов, ну понятно. собирать прочие ресурсы, встречающиеся Жми на пути. F, на F и будет счастье. Напоминаю, ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова Абалакова для Но они хранения прям в каждый имеющегося ящик можно инвентаря. открыть сделали. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный В прямом размер смысле момента пылесосить извлечения. локацию. Угу. Чудеса науки. Фантастика, да и только. Там, кстати, кто-то орет, по-моему, за стенкой. Непростая бабулька, но это, походу, про Зинку говорят. Всё? Вроде все. Короче, из всей комнаты 2 ящика только нельзя открыть. Вот этот и тот. Вот тот. Там уже овчики ходят. Администрация. Подкрадитесь к нему сзади и проведите скрытую атаку. В этот момент я смогу провести полное отключение робота. Это имеется в виду... Стелс, что ли? Ну точно. Он самый, Вовчику прям в очко. А что надо делать-то? Держать или мочить по кнопке? Ну вот, сейчас он меня захуярит. Что я вижу? Что он видит? 1 мая, гармонь крестьянская, играем, мы празднуем рабочий май. Ясно понял, короче, у меня, по-моему, будет проблема с воротами. А это, скорее всего, одна из основных механик. Чик. Нет, здоровье не ограничено. В смысле, ограничен. Старший робототехник Александр Ефимов. Вас ожидает диспетчер. Ну, по стелсу мы сейчас еще раз попробуем. Красться кому-нибудь за спину. Не думаю, что это частая механика, прям тут будет использоваться. Все вроде. Бля, ну лутаться тут, конечно, придется, походу, очень дохера. Дальше. Перчатка. Раз, товарищ майор. Угу. Как вообще этому Петрову удалось взломать коллектив? Предатель действовал не один. Он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько? Стульчик И где застрял. остальные? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь. Так а что, туда-то можно пройти? Сканер не работает. Зачистите холл. Окей. Ладно, пока стелс, походу, отменяется. Давай пострелять попробуем. Не. Какие-то, блядь, мини-игры во время того, чтобы отбиться от Вовчика. Вовчик до меня не добежал. Стелс по максимуму. Ну, сейчас пока видишь, стелс не дают они мне сделать, они прям меня атакуют. Ну, походу, да. Тут с патронами особо не жалуют. Пойдем засейвимся.
Благо это недолго. Так, а чё вот насчет этой комнаты? Вот, теперь работает у меня этот. It's Johnny. Вагина. Действие, поворот. Что надо сделать-то? Еще раз. Надо как-то мышкой крутить или чё? Как отмычками, да? Внимание! Открыта запись. Я понял. На нерабочие выходные. Только для сотрудников среднего социального рейтинга и выше. Сейчас, наверное, надо будет еще, ну, когда прокачаешься, будет чуть попроще, конечно, играть. Сейчас пока нужно только с основными механиками освоиться. Все вроде. Да, все. Если я правильно понял, если такая сложность, есть какие-то мини-игры и так далее, то прокачка тут решает. Аудиозаписи разные. Надо какого-нибудь одного одинокого Вовчика ходячего найти и попробовать по стелсу его грохнуть. Походу мы тут еще не раз появимся. То есть горстка предателей смогла взломать коллектив, который создан лучшими умами СССР? Фактически коллектив не взломан. Превзойти алгоритмы защиты, созданные в Академии последствий под руководством профессора Лебедева, не под силу никому. Тогда почему вокруг творится весь этот кошмар? Предателям удалось внедрить в алгоритм коллектива ложный режим агрессии. Из-за этого центральный узел воспринимает всех людей как солдат армии вторжения. Походу, разве наши ученые не могут исправить все это без Петрова? Могут, но это займет определенное время, за которое погибнет много людей, и информация об этом выйдет за пределы предприятия. Так. У меня такой дома самовар был, помню. В отрочестве. Кстати, такие самовары можно было еще... Они работали, во-первых, от электричества. Их можно было еще с сапогом топить. Сюда прям сапог надевался, сюда дрова подкидывались. Ну как дрова? Такие лучинки маленькие. Сейчас надо будет пойти сохраниться. Результаты генетического анализа не являются официальными и не... Где тут комната сейф? Вот он. Кстати, прикольная сеть. Из чайника, по-моему. Не помню, чтобы я туда водку заливал. Чайник, да? Че? Исследование Вавилова, залог высоких урожаев. Так, ладно, как раз мне сюда надо идти, вот. Чик. Что-то бег тут не очень. Твою мать, какого хрена здесь все везде заперто? Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Территория предприятия 3826 блокирована, включая внутренние сектора. Ну и как мне открыть эту дверь? Данную дверь удерживает электромагнитный замок. Значит, его можно вырубить электромагнитным импульсом. Как мне его дадут? Ваша перчатка может быть снабжена модулем шок, ударным эми-генератором. Капсула, содержащая необходимый для установки шока нейрополимер, должна быть где-то на территории предприятия. Ладно, разберусь. Что-то не так. Это и есть уклонение? Твою мать! Сейчас это не очень понятно.
То есть, подожди, как таковой бега в игре нету, но есть уклонение, только надо направление нажимать. И вообще в определенный момент, когда еще такая кружок этот красный загорается, да? Супер, еще чуть-чуть. Ты как? В норме. А иначе он не пальцев видишь? работает. 4. Отлично, вставай. Мне Странно. нужна твоя помощь. Это еще кто двое такие? Пизда Мы солдатиков, принесли тебя кстати. сюда, зажми рану. Зажми! Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезностей. Зажим. Я думал, сейчас я ебало Зажим, даст. принеси там. Сейчас. А это здесь откуда? Быстрее, ну что копаешься? Нейрополимерная капсула. Она не нужна. Что она ему Как тебя делает? зовут, док? Я Лариса, много вопросов. Лариса, по-моему, ты ёбу Держи дала. тут все сама, Куда, разберешься. куда? Она бесполезна, нет оборудования. Уже есть. Отлично. О, хоть Что что-то ты сделал? вовремя. Много вопросов задаешь. Шокер. Пригнись. Ну вот и Вовчик как раз. Ирак напополам. Вовчик Дарт Вейдер. Здрасте. Охренеть, надо избегать луча. Эй, хрень. Раз. Чем грозит нам утечка информации? Потеря Да, репутации слушай. во всем мире. Советские роботы повсеместно считаются абсолютно Надо безопасными и придрочиться, эталонно но, надежными. блять. Разве это не так? Абсолютно. Именно поэтому предатель Петров ударил Вольфа в самое больное место. Фактически Это прям- воткнул нож в спину. Он хочет, чтобы весь мир отказался от наших руках. Вот же сучёныш. Это прям что-то похоже на этот, как на уклонение в Dark Souls. Блять, он Отбегалась, железка долбаная. живучий какой. Раз. Куда ведет шахта, в которую ползла Лариса? Сложно прогнозировать. Вентиляционная система имеет очень разветвленную структуру. Ладно, с этим разберемся позже. Патроны мы, интересно, будем крафтить из того, то, что я собираю? Это что за монстр? А то что-то как-то это... Замок? Да неужели? Открывай уже. Давай быстрее, время уходит. Не могу помочь в этом вопросе. У меня нет функционала для взлома замков. Вам придется самостоятельно отыскивать способы взлома. Не сомневаюсь, что вы окажетесь достаточно сообразительны. Понятно. Ты, как обычно, бесполезен. Попробуйте щелкнуть пальцами в тот момент, когда индикатор блокировочного штыря активен. Разработчики, походу, фанаты прям этого, ну, погоди. Везде его пихает. Зайца, там, волк. Чё они все висят, блядь? Это отсылка на хоррор. Какой-нибудь. Детская колыбельная. Не к добру. Раз. Что там за дверью впереди? Судя по голосу, Элеонора. Очень опасный противник. Это робот поет? Твою мать! Что ж за херня? Ах, какой мужчина! Обожаю крепышей. Милый, позволь Порно-робот. тебя к кровати. Дорогой, не надо сопротивляться. Тебе понравится. Не позволяйте ей связать вам руки. Да я пытаюсь! Не видишь? Тросы стальные! Поднесите меня к ее сенсор-манипулятору. Скорее! Как волнительно. Непокорные властные мужчины меня заводят. Сейчас я тебя заведу. Только бы добраться до тебя. Ах, какой сомнительный. Бля, в Аватаре это что-то подобное же было. А он когда с этим, как вот, летающим драконом соединялся, он и волосы свои так делал. Я к твоим услугам, милый. Мечтаю порадовать тебя. Что я могу тебе сделать? Не знаю пока. Посмотрим. Вскоре вам будут доступны и другие умения, а сейчас выберите шок. Угу. Короче говоря, мы с помощью вот этого порно-робота Довольно будем удачно раздобыли 50 прокачиваться. граммов нейрополимера. Я могу обменять эту дозу у любезной Элеоноры на умение, если вы не против.
Вы же не против? Как будто у меня есть выбор. Что там, нейроперчатка генерирует электромагнитный разряд, поражающий противника и наносящий ему урон электричеством. Особенно эффективен против роботизированных целей. По-моему, тут... Я понял, да. По-моему, если я не ошибаюсь, по крайней мере, тут электричество не очень эффективная штука. Что ты, Гарик, тут качал? Полимерный щит тоже, по-моему, бесполезен. Телекинез, короче, надо качать. И, по-моему, стужу. Но это не точно. Так, переключиться на крафт. Так уж и быть. Теперь дайте, я покажу, чем на самом деле профессионально занимаюсь на данном предприятии. Я уж видел, ебаный пирог. Буквально. Я открою вам окно модернизации, горячих и толстых пушек. И поверь моему опыту, милый, улучшить можно что угодно. Оружие — это полезно. Кирку, короче, сверху мне накрутили еще. Выбрось его, милый. Тоже и шокер. Больше он тебе не нужен. Говорят, не очень. У тебя есть я. Шокер. Я сделаю тебе все, что Телекинез захочешь. типа самый топ. У тебя Ты их есть вверх поднимаешь и потом в морду настреливаешь и большой все. меч. Вставь его в мое приемное гнездо, и я сделаю его острее и прочнее. Элеонора действительно способна улучшать снаряжение и оружие, в том числе создавать новые по имеющимся чертежам. Для этого в ремшкаф необходимо поместить различные ресурсы, которые наверняка Ну, встретятся. это должно быть вообще, по идее, более Легкая интуитивная непристойность хрень. с топором лишь аванс, мой сладкий. Тебе понравилось, милый? Так, 1, 2, 3, В да? восторге. Неплохо. Этим А. грозным оружием ты расколешь черепа своих врагов и принесешь мне подарки. Когда Кстати, однажды крафт... мы с тобой устроим настоящий Да заткнись ты, пес. блядь. Ха. Крафт, Чего бьете по-моему, подарки? топора очень сильно похож Любят подарки. Потому что на ремшкафу этот, как его, нужны Dead Island. ресурсы, чтобы перерабатывать их в предметы. Когда мы По счастью, начиняли ремшкаф не пушки и перегрет. вот эти вот Правда, некоторые улучшения могут ближнего потребовать боя уникальных оружия, вещей. всякими Ну, электрическими само собой, ударами что и только так далее. Само собой, товарищ майор. Значит, поищем. Так, тихо, тихо, Я буду тихо. ждать прикосновения твоих сильных рук. Где тут К моему боеприпасы были? разгоряченному интерфейсу. Вот. Так, все, уходим. Достаточно ресурсов. Недостаточно ресурсов. Все, давай крафтим. Прунь. 20 патронов для дробовика. Подожди, я же 6 сделал. Что-то не совсем как-то складывается. ХП маловато. Что там здесь тоже можно будет огнем, холодом, электричеством. Ну, понятно, ты, короче, бафаешь пушки всякой дичью. А сам плюс еще как биошок. Ну, то есть Dead Island, биошок. Вот такой микс они сделали винегретный. ХП нету. Вовчики на меня нападут. Но я совсем это не вижу ни хрена. Такой. Здрасте. А почему я тут? Подожди. Понятно. Вот там солдатик дергался. Расчлененку можно делать. Балдеж. Вот, кстати, в этих, когда крытые помещения, игра не так сильно хавает ресурсы. Давай мы заценим, что тут. В общем, лут тут наше все. Просто потом будет печально, когда лута станет в игре меньше. Вон тебе газировка. 1 монета, 1 копейка. Вода без сиропа, 1 монета с лимоном. Пошли в жопу, там было с сиропом и без сиропа. А там лимонный и так далее, это уже не уточнялось, по-моему. Так, отлично. Лифты не работают. Какие варианты? Лифты обесточены. Пешком, блядь, по Их можно лестнице. запустить, Под если Моцарта. подать питание. Пойдем искать рубильник.
Еще бы понять, где тут электрощитовая. Ее по проводке искать надо, но все провода убраны внутрь стен. Утечку электричества можно обнаружить при помощи сканера. Ну, я понял, там провод. Сейчас сюда можно зайти? Можно. Ебали все висеть. Осторожно! Впереди камеру видеонаблюдения «Ромашка». Если она нас засечет, сюда сбегутся роботы. Без паники. Любую камеру можно сначала отвлечь броском чего-нибудь, а после вывести из строя электромагнитным импульсом. Я понял. Кстати, как этот электромагнитный импульс сделать? Понятно. Через окошко можно? А, он еще перезаряжается. То есть не всегда это можно юзать. Подожди. Я не могу врубиться. Зачем? Мне идти наверх, если по сюжету мне вниз. Только что же было. Ну, вот этот провод. Подать энергию. Не знаю, может быть потом мне тут как-то можно свалиться будет. Сейчас посмотрим. Давай тут почистим. Не зря же мне про камеру начали говорить. Дай-ка угадай, там кто-то есть? Сохранение. Так, подожди, что-то. Можно ли тут сохраняться отдельно? Или надо в комнаты заходить? Или что? Эй, не та кнопка. Наверное, это на время, да? Проверим. Да, это временный эффект. Кстати, стелс. Проверим сейчас еще раз. Да ладно, он меня спалил, что ли? Ну да. Не думаю, что стелс это тут очень важно. Какие комнаты? Кстати, сюда можно? Не, сюда не можно. Ну, комнаты тут реально пылесосишь их. Ключ найден. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Ага. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Это правильное решение. Надо тут все облутать. Раз. Угу. Как этому Петрову удалось сбежать? Тут солдат больше, чем гражданских сотрудников. Есть мнение, что Петрову кто-то помог. Так он и здесь не один. Ты же сказал, что всех нейтрализовали. И кто еще тут с ним? Такой информации не имеется. Это лишь предположение. Ладно, разберемся. Можно из топора, но пока, видишь, просят они, чтобы я чтобы я вот прям... Это что? Штуками этими. Груша? Она работает? Несмотря на режим аварии...
питание? Все гроши на предприятии 3826 запитаны от линии аварийного питания и никогда не отключаются. Это позволяет сотрудникам всегда быть на связи друг с другом. Чтобы залезть в грушу, мне нужен какой-то пароль или уровень доступа. Я смогу обеспечить вам доступ в любое из имеющихся на предприятии устройств. Тоже относится Что к за звонок устройствам такой типа был? щебетарь, которые вы можете найти по мере продвижения к цели. Понятно. Понятно. Да, блядь. Что-то мне сдается, она бы на геймпаде была бы поудобнее. Блять, тут только расслабишься, тебе Вовчик уже с ноги хочет въебать. Да, с отклонениями пока тяжеловато. Заперто. А вот и закрыто. Короче. Попробуем. Вот. Чтобы не ломать ее, да, в общем? 10 тысяч раз. Подать энергию к лифту. Мне надо назад вернуться. А можно просто вниз грохнуться, кстати. Вот так. А с камеры, кстати, что-нибудь падает? Так, вставляем печеньку. О, даже замки любят печеньки. Храс! Слушаю вас. А ты любишь Серьезно, он печенье ставил? Или то... А, нет. Подожди, а где заяц-волк этот щелкать пальцами? Непонятно. Касательно дешифратора. От кого ты? Ну, понятно, это в общем записочки. Спасибо. Сразу видно тут советский рабочий. Этот, как его, токарь трудился. Камер нет, вот. Жаль. Это лазерное реле системы пассивной безопасности. Реле пассивной безопасности. Разблокируйте работу реле пассивной безопасности, верно упорядочив магнитные потоки. Это просто схема вот внизу влево или что? Штука. Тут требуется цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет. Поэтому попробуйте подобрать его логически. Что, правда? А вот тебе план схемы, Я блядь, собирался стоять тут до тех пор, пока оно само не включится. Пока не совсем понятно, как эта хрень работает. Попробуйте сопоставить цвета лазерных лучей с цветами индикаторных ламп. Это должно помочь. Каких вот этих индикаторных ламп или что? Или вот этих ламп? Не знаю, они пока одинаковые все. Так. Значит, начинать надо отсюда. Вот эта лампа должна быть синяя, вот эти две красные. Питание Всё? установлено, можно возвращаться. Все, я понял, как эта хрень работает. Ну, хоть особо не душат с этим, как со взломами, вот эти вот головоломочки идиотские решать. Ну, как это в Скорн было, допустим. В какой из них заходить? О, Предлагаю ебать. в правой. Трубку оторвали, То есть ты как не обычно. Тогда я пойду влево. Классика. А что нажать? 1-1? И водород. Что бы это значило? Че, мне в другой? Тут еще кнопки должны быть в Для говне. облегчения Тогда будет навигации я очень пометил вам, по-христиански. куда нужно идти. Я Очень вообще-то не православно. тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Я лишь хотел упростить вам задачу. Ты мне ее серьезно упростишь, если перестанешь лезть под руку.
Все, уже приехали. Рывок во время прыжка. Угу. Левый shift, короче, вот как раз, да. О чем мы и говорили, то что левый shift это не бег у нас, а рывком является. Поэтому надо учитывать, когда ты от вовчиков клоняешься, надо учитывать направление. Причем делать это резко. Иначе в щи получишь от Владимиров. От Чирыков. Так, ладно, давай перерыв сделаем, сейчас я подойду. Поехали дальше. Мне, короче, туда надо. Но по логике, мне еще сюда надо зайти. Я тут был, что ли? Видимо, что-то не обошел. А облутанные шкафы уже показывает все равно. Я обратно сюда вернулся. Все понятно, я Напоминаю, дверь закрыта на электромагнитный замок. Да тебя что, блин, туго доходит? Извините, не мешаю. Боевой разряд. Используйте шок на противника, чтобы приостановить их или даже уничтожить. Блин, ну их много, чтобы стелс пробовать. Он сейчас засечет меня.
Тю. Это шок такое себе. -1. Нет, назад, короче, надо в сторону именно уклоняться. Ага. Два Вовчика — это перебор. Короче, в сторону. Да, я понял, да. В сторону, короче, надо уклоняться от этих уродов. Главное, чтобы их не больше 2 было, блин. Что у нас по патронам? 32, точно. Стрелять поприятнее, чем мочить этих падл. Этого с ближнего боя. Я-то ничего не пропустил. Да нет, вроде. Другого пути вперед нет. Придется ехать. Куда именно? Петров совершил побег во время работы в холодном цехе комплекса Вавилов. Имеет смысл начать поиски оттуда. Ну и как попасть в холодный цех? Для этого нужно добраться до распределительного центра. Туда ведет эта фуникулерная линия. Я что, должен в эту центрифугу залезть? Чтобы потом, да, блевануть, короче. Их. Добрал в шкафах, да, и хрен бы с ним, короче. Вот так пройдем. Через полимер можно проплыть, не впервые. Я люблю так перемещаться. Словно в океане с китами, дельфинами плывешь. Умиротворяет. Подожди, по-любому тут что-то есть. Да ладно. Че, ни хрена. Че, ныряем? Я его куда ставить-то? А он мне, да погоди ты. Надеюсь, у меня уровень этого кислорода безграничен. Это мастурбатоннель просто. Чик. Все, выныриваем. Для возобновления работы линии требуется перезапуск системы управления. И как я должен ее перезапустить? Где-то должен быть пульт управления. Замок Да открыть, неужели? как? Создадим. Выберите желаемое действие. Да, я понял, что их потом еще и по 5 будет. Топор может улучшить. Точнее, создать. Ну хорошо, что оружие не ломается. Или дробаш прокачать. Вот с этим, кстати, с этой штукой бегали со снежком. В обзорах. А такая пушка, бля, где же она была-то? Очень знакомая. Требуется рецепт. Ладно, давай так. Создание. Почему не работает? Возможность телефона. У меня вот сегодня экспериментально стоит наименьшая задержка.
Этой штуки не хватает. Я не понял. Что он делает, блядь? Так, это что? Электризация, стужа, массовый телекинез, закрыто. Надо 66. Ну, я подожду пока. Не буду качать. Майор, оружие или способности? Давай-ка еще раз насчет создания. Уже имеется, то есть... Эти два рецепта у меня есть, если я правильно понял. Боеприпасы. Расходники. Это хилы. Не совсем понятно. Ладно, давай тогда еще, короче, сделаем пунь. Боеприпасов. По идее, все, что надо, мне дадут по сюжету. В любом случае. Типа пока больше дробовика ничего не положено. Вот он, путь. Ну и, конечно, замок. Вот вы их любите. Но это что-то новое. Индикаторная комбинация? Да я ее год подбирать буду. Давайте поищем вокруг. Может, у кого-то есть пароль. Картинку надо найти. Пусть придет в движение. Похоже на эту хрень. Это... что такое было? Товарищи, Не поедут без схемы кабинки. Застыли. Без схемы? Нет, не поедут. Твою мать! Так он живой? Да ну нахер! Говорящий труп. Что-то сумбур какой-то происходит. Не поедут без схемы кабинки. Застыли. Да ну нахер! Говорящий труп. Ну туда не вариант. Пойдем наверх. У кого-то нужно найти картинку. Похоже. Ну не вниз же падать-то. У меня его расколется, если я вниз упаду. Либо как вариант. Надо искать картинку. Только я не знаю, как она должна выглядеть. Либо назад идти. Давай еще раз здесь пройдусь. Ничего вроде подозрительного нету такого. Да нет. Вот это вот что такое? А. Ну это фуникулер. С ним никаких взаимодействий. Ладно, пошли назад. Если пустят. Кажется, я оставил. Поймите меня, я схему поищу. Ты где ж Вот ты? он. Вот картинка. Кстати, они довольно-таки неприметные. Ее не надо же как-то подбирать. Нет. Храс. То есть это не покойник со мной разговаривает? А нейрополимер в его башке? Упрощенно можно сказать, что да. Отмирающая Кстати, не часто нейрополимерная память можно какое-то время хранит уклон делать. последнее, о чем думал Через погибший какое-то перед время, смертью. походу. Сохраняется крайне небольшой объем информации. Жесть какая.
И долго они так будут разговаривать? С точностью назвать временной интервал я не смогу. От 1 минуты до 2 суток. Но чем больше проходит времени после смерти, тем больше остаточная информация подвергается Бля, искажению. я уже забыл, какую картинку Понятно. надо нажать. То есть не всегда имеет смысл запоминать, что они говорят. Жаль, бедолаг. Как она выглядит-то? Я ж смотрите, это Мгм. каждый уголок ставит. Короче, в левой четверти квадрат без одной стороны. Давай попробуем. Вот это левая четверть. Оп, оп, оп. Я только 3 могу нажать. О. А стрелка была в другую сторону. Ой, надеюсь, сработает. Фуникулерная линия активирована. Уважаемые пассажиры, займите свои места согласно купленным билетам. Погоди, погоди. А, Ой, извини, туда на никак сегодня нельзя. я Все, занят. все. Мы готовы к поездке. 10, Кстати, у кого-то такие кресла были. 8, 7, 6. Поехали. Тоннели раздолбаны в хлам. Доехать бы без приключений. Там вовчики пронеслись. Они за мной сейчас все вернутся, да? Хотя я на такой скорости от них уезжаю. А я назад поехал. Ну вот. Черт, я так и знал, что спокойно не доеду. Ну, по классике они, конечно, ко мне упадут. Впереди. Вижу. Короче, пользуемся дробашом, пока пока патроны не кончатся. Посмотрим насчет расходников, как что. Нам необходимо как-то двигаться Если нет, дальше. тогда потом Но, признаюсь, я переключаемся на затрудняюсь ближний бой. определить, как именно. На руках, по стене, как еще? У Они, вас наверное, есть этот, альпинистская как его, подготовка? Я майор спецназа, а не 6,5 гражданский, минуты, протирающий штаны по-моему, за да, что-то клавиатуру. такое. У меня хватает Это, раз. скорее всего, используют глич. Не стану скрывать, я этому весьма рад. Ну, текстуры ползают и все такое. Вчера, по-моему, тоже про это читал. Так, и чего? Вот они мне говорили, я отвлекся. Преодоление вертикальных препятствий. Понятно, ползать надо. Ползание по трубам, это уж прям чем-то на Dying Light похоже. Там тоже все желтое, на что можно забраться, повиснуть, заползти. Все это отмечалось желтым цветом. Да, и руку он тоже неспроста вытягивает. Туда нельзя прыгать, сюда можно. Понятно. Еще и с рывком надо, да? Вот уроды. Подожди же, можно это же без трубы сюда залезть. Ни хера не пойму. Так. Почему он вот в эту сторону руку протягивал, а в другую нет? Хотя мне надо прямо туда. Все, я добежал. Надо было покрутиться на трубе, как это делал Принц Персия, тот же самый. Теперь с этим, с рывком, короче. Плюс-минус понятно.
Вот стеночку пробурили. Это было неожиданно. Соглашусь с вами. У вас хорошая реакция, майор. Иначе я бы до наших дней не дожил. Это тот самый червь, кстати, который был, когда я бабу Зину встретил. Горнопроходческий робот? Совершенно верно. Бурав способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Советская наука возлагает на него большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. Молодец. Вот, я же говорил. Вот какой-то ниндзя Вова. Это, кстати, вот эта боевка мне немножко даже Doom напоминает. Когда ты должен тудым-сюдым уклоняться. Вот почему этот Вовчик не работал. Потому что мне должны сначала драку были показать. Как туда попасть? Все понятно. Я вот и говорю, дорогой товарищ, такая ирония. Я за ними ухаживал, восхищался. От сканера не пашет, пока он весь не выговорится. Тут трудовик живет, походу. Лучшая отечественная разработка. Как досадно вышло. Вы, товарищ, знали, что их запрещено экспортировать за границу? Простите, я ушел. Мне туда вообще надо. А я думал, по таким канализациям нельзя ползать. Чик. И в трубу. Как же я люблю полазить по всяким долбанным закоулкам. Охренеть, блин. На фуникулере прокатиться. В нормальной обстановке сеть фуникулеров связывает между собой все подземные объекты предприятия 3826. Ни хера не вижу. В следующий раз... Спасибо, я как-нибудь пешком. По поверхности. Тут надо в тайминг, да, по-любому попасть. Все, текаем. Бля, не видно ни хера. О, все, моя остановка. Успел. Комфортная была поездочка. Там, наверное, и патронов нету ни хера, да? Ну, это ж ад, как бы. Там должно припекать. Просто видишь, у всех разработчиков, у всех разные понятия сложности. Для кого-то норма это как бы, ну, горение очка у тебя. Пока вроде боеприпасов вполне нормально дают, как бы. Подожди, как эту херню теперь отпустить? О, хотя бы так. Комната, сейф-комната, кстати. Так. Это сюда. А где топорный автомат? Рецепт. Короче, оружие ближнего боя надо пока вообще не качать никак. Потому что оно, в принципе, пока, ну, разное будет даваться, разные чертежи. Лазерная стена. Это сложное охранное устройство. Просто надо потом будет определиться, какое удобнее. Значит, будет за его ней качать. расположено что-то важное. Совершенно верно, товарищ майор. За ней распределительный центр, который нам нужен. Через лазерную стену я живым не пройду. Впереди есть ремшкаф. Попробуйте установить на свое снаряжение модернизацию, уменьшающую урон от лазера. Ой, опять эта свихнувшаяся похотливая железка. Так, а где она? Свихнувшаяся, похотливая, которая. Я вот хотел вообще сюда пройти. Понятно. Хоть и плохо видно, но туда никак.
Ладно, давай сохраняемся, короче, и пошли. Ага. Сюда не варик. А вон она стоит. Элеонора, Happy English. Пойди, Вовчик. Милый, ты вернулся. А Да. почему так долго? Мне было так одиноко без тебя. Просто дай мне защиту от лазера. Ах, какой брутал. Я вся дрожу. Помести в меня свой полимер. Не позволяйте ей своевольничать. У нас мало времени. Не слушай его, милый. Он хочет разлучить нас. Сними эту дурацкую перчатку, и мы сможем навсегда быть вместе. Так, тебе вдарить, что ли? Или на куски разобрать? Милый, ты убьешь меня из-за какой-то дурацкой перчатки? Как же ты будешь жить без меня в этом мире? Ладно, я понял. Будет тебе полимер с компонентами. Главное, установи защиту от лазера. И какова с чаем будет? Приступаю к модернизации. Расслабься и получай удовольствие. Только обещай, что отругаешь меня еще и еще. Я тебе точно скоро вточу. Хватит! Да, Тащу, накажи тащу. меня, о мой повелитель. Обожаю доминантных самцов. Дичь какая-то. Походу они не заканчивают, да, никогда разговаривать. Защита установлена. Подожди. Попробуем. Телекинез. Вот. Телекинетический бросок нейроперчатки получает модернизацию, позволяющую брать в телекинетический захват всех противников в определенном радиусе перед собой. И захваченные противники поднимаются в воздух, удерживаются там в течение определенного времени. Отмена или окончание воздействия приводит к падению целей. Давай попробуем. И установить. Вот так. Ага, вот эти, куда навыки-то пихаются. Ну-ка, сейчас попробуем. Я думал только на одну кнопку В, короче говоря, у нас будет этот... А то тут, видишь, как можно мутить. Так, и что, я типа могу все через лазер, да, пройти? Нет, блядь, не могу. И ни хрена себе защитился. Чуть не убил он нафиг. Чуть не убило, это лучше, чем убило полностью. Согласен. Идем искать предателя. Доберусь до него торгую. Странная защита, конечно. Странная защита, все равно урон получил. Походу, сейчас будет первый босс. Как ты себя чувствуешь? Тебе удалось все подготовить? Стужа и полимерная перчатка. Не волнуйся, милая, со мной все в порядке, операция была безболезненной. Хорошо. Тебе надо скорее уходить, в комплексе ходит человек. Он вооруженный, на нем экспериментальная полимерная перчатка. Я попробую телекинез и стужу, наверное. Ну, не знаю, может быть, стужа не Должно быть, эффективна. это человек Сеченова. Лариса, ты разговаривала с ним? На него обрушился буран. Мы принесли его в медблок, а потом, я не знала, я не могла его оставить истекать кровью. А стоило бы! Это избавило бы нас от возможных проблем. Петров истеричка. Мне страшно, когда ты говоришь такие вещи. Жди меня на выходе. Я скоро буду, милая. Надеюсь, у нас еще есть время. Надежда умирает последней, Петров. Руки за голову. Виктор? Что происходит? У тебя что, со слухом плохо? Я сказал, руки за голову. Виктор! А кто вы такой? Виктор! Офицер по особым поручениям майор Нечаев. Это был последний вопрос, на который я тебе ответил. Тебя вызывает в Челомей. Виктор, спасайся! Куда у него дробовик делся? Челомей. Конечно, товарищ майор. Нападение. Че? Нападение! Внимание, А ну стоять! внимание. Нарушение режима. Вызывается характерная... Все. Чем как-то в ближнем бою почти все проходил, патроны обычно разбирал. А на что ты разбирал их? Так, чисто на компоненты.
Как-то он не очень уверенно его лупит по морде. Дайте хоть подзарядиться. Подходи, уёбок. Ловко он командует роботами. Прям как своими собственными. Двери за собой как-то запер. Сволочь. Предатель Петров внес с собой энергоэлемент свеча, запитывающий систему аварийного открывания дверей. Без свечи дверь не открыть. Он бы еще другую. Не может же быть одна свеча на весь комплекс. Нужно спешить, иначе Петров успеет покинуть этот сектор, и его придется искать заново. Что такое было вообще? Вообще, это же шутер, по идее, ты должен, как бы, ну, дальним боем пользоваться, разве нет? Утомленное солнце улыбает. Что это? На вторую надо лестницу подниматься. Раз. Это что за береза там в здоровенной колбе внизу посреди зала? Это и есть тот самый знаменитый электрогенератор ПК-4? Совершенно верно. Береза ПК-4 — это полимерно-вегетативный генератор энергии. Опытный образец. Первая ласточка программы освоения далеких планет нашей Солнечной системы. Я что-то даже вообще никакую колбу там не заметил. Там внизу, которая стояла, походу. И чё? Про эту колбу, наверное, имелось в виду. Вот тут вот еще можно вот по этой штуке долбануть током. Осторожно. Это выход машин. Эти машины, они, значит, у нас будут как эти, как охранники работать. Давай еще раз бахнем по ним. Стрельба по уткам. Они что, теперь бесконечны? Конечно. Но с них выпадает Лутецкий. Пусть немного, но все же. Опять Моцарт там долбает по клавише. Ладно, пошли сюда. Думаю, надо в скором времени еще количество боеприпасов прокачать. А то что-то по 4 патрона. Лампочки около трубы, откуда не улетает, а типа сколько их в трубе. А, я понял. Тут я думаю, что за ромашка нарисована. Чувак устал, походу. Пистолет. Макарыч. Подожди. Ну, солдат обычно же только вот какие-то штуки, ну, типа разговор какой-то падал. Сейчас мы, короче, заценим. Ну, наверное, пососный, конечно, это не дробовик. Сосисочки. Снова щелкать пальцем. Ага. Вера. Что такое?
Так, мне что, ее всегда в руке держать? Свеча — это сложное нестабильное оборудование. Ее нельзя помещать в рюкзак вместе с другими вещами. Существует высокая вероятность взаимной деструктуризации. Взрыв, что ли? Не обязательно. Но свеча выйдет из строя. Понял. Придется таскать. Свеча достаточно прочна. Вы можете уронить или даже бросить ее специально. С ней ничего не случится. Погрузчики свихнулись. Тоже Короче, Петров это как постарался. ключ. Будьте осторожны. Погрузчик очень прочный робот. Его простым топором не одолеть. Всяких психов хорошо усмиряет электрошок. Хоть живых, хоть металлических. Свеча как ключ работает. Пока что-то как-то вот, ну, вообще до хрена информации тебе на тебя сливают. Полимеры, не полимеры. Что с ним будет? А, я его просто остановил, да? Ну, в принципе, это фантастика. Как бы тебе должны башку загрузить как следует. Ну-ка, так, чик. Что-то появляется от этого? Нет. Это ни на что не влияет. Сейчас мы вот этого тогда. Проползаем. Возможно, это тоже неспроста крутится. Похоже на голос Петрова. Надеюсь, ублюдка не размазала по полу. Петров нужен нам живой. Необходимо поспешить. А я, блин, по-твоему, чем занимаюсь? Это на время, да? Я их останавливаю. Надо его мне щелкать по резкому. Проходить, лутать там что-то, если они открывают. Спокойствие. Судя по всему, в Альго-цехе случилась разгерметизация производственных емкостей и произошла утечка экспериментального материала. Сейчас это только на пользу. А где сохраняться-то? Меня часто спрашивают, почему я. Меня часто спрашивают, кто тебя, блядь, спрашивает? Это, видимо, меня задело. А, вон она где, сейф-комната-то, бля. Я что-то даже ее не заметил. Телек спиздили. Выберите желаемое действие. Угу. Как она сильно бьет, эта лиса, или швед будет сильнее бить? Но его все равно не сделать. Давай мы парочку таких забацаем. Что за паштет, как он выглядит? Доступ разрешен. Мачете, короче. Так, и давай немного на этот, на дробаш. Чекаем на дробаш максимально. Че, на Макара потрачу все патроны? Доминатор бабка Зина даст. Я говорю, тут какие-то очень важные эти, как его, очень важные чертежи, как бы ты их точно не пропустишь. Тебе все это дело выдадут. А могу ли я
по стеллажам прыгать. Ага. Да? Dying Light. Ай, чуть-чуть. Как-то же здесь можно просочиться по-любому. Может вот в эту воду как-то влететь. Тут с этой стороны замок стоит, тут не вариант. Чего они хотят тогда от меня? А, ну в эту воду и надо. То есть хер до копейки. Я просто не долетел сюда. Он же тоже неспроста тут гоняет. Его надо тормознуть вот на этом участке. И потом запрыгивать спокойно. Ну-ка так попробуй. Он сейчас все равно ж поедет. О. Кто-то в этом роде. С ящиков он не допрыгивает, как-то он не точно. Ой, Макар такое себе, конечно. Ну ладно. Что тут как-то, я не знаю. Под стрельбе чуть такое. Так, что это у нас? Что это у вас? Это меня сейчас поджиг... А, я стоял на горячих каких-то коробочках. Какую-то колбу подобрал. Вообще хрен знает, что это такое. Ну да ладно. Я хотел сказать то, что тут стрельба примерно одинаково ощущается, что с дробаша, что с этого... Что с Макара. А где у меня пушка? Эй, Вовчик, ёпта. Все, Вовчик откис. Так эти колбы, они как ключи, что ли, или что? Это не замок. Походу Вовчик меня из-за этой падлы спалил. Давай, всех сюда. Ветлицкая, по-моему. Эй! Я не нажимал кнопку. А как он дробовик одной рукой перезаряжает? Тут, бля, все в комнате взлетело, кстати. А, ну все равно по-мудацки. Объект Луна представляет собой замок, который откроется, если все гнезда будут содержать колбы с лунным грунтом. Понятно, Любите же вы зачем. замки? Так вот. Одна Да, понятно, есть. зачем колбы. Дичь какая.
Вот эта луна открывает общую дверь. А колба вторая здесь. Первая где-то тут. Странная песня, но у девушки очень приятный голос. Это радио будущего? Именно так. Радио прошлого. Профессор Лебедев в Академии последствий разработал нелинейный эвристический алгоритм, основанный на принципах квантовой некоммутативной математики. Раз. Да. Что вы, блядь, такое вообще несете? Извините. Объясню проще. В Академии последствий рассчитывают музыкальные радиоволны из будущего. Не прослушивают. Это не машина времени из области фантастики. Это именно строгий математический расчет. Сложнейший алгоритм, основанный на применении нейрополимеров. Круто. Ай, не башку грузит с этой херней, конечно. Не, я думал, слушай, я там найду что-то полезное, ни хера нету. Тогда сюда пошли. Как так ничего? Тут тоже нету? Одни бульбы. О, можно сюда. Когда это я чертеж такой открыл, я даже ничего не поднимал. О нет, опять эта матрешка. Надо обойти. Не торопитесь, товарищ майор. Понимаю, что взаимодействие с ней А вот у нее колба. но целесообразно выяснить, не появилось ли у нее что-либо полезное. Ладно, ради хорошего оружия я способен потерпеть. Милый, наконец-то! Я так скучала. Ты уже избавился от этой дурацкой перчатки? И не надейся. Обожаю, когда ты злишься. Да, ругай меня. Я была Сейчас, короче, объясняют. И подвесил еще одного похотливого слизняка. Да, сейчас объясняют, короче, как этот... Вот же тваря. Как делать, как пользоваться чертежами вообще. Мне стало очень одиноко. Я думал, чертеж поднял, все, как бы можешь делать. Хватит! Да когда же это прекратится? Не переживай за таких мелочей, милый. Я приготовила для тебя подарок. Обещаю. Какие-то у него странные внутренности. Тебя хоть из розетки выдергивай. Такой маленький. Тебя не справится. Что у него ручек с ручкой? Скажи, милый. Рукоятка какая-то. Пистолет отсосная. Электроэнергетическое оружие. Вместо патронов использует энергию перчатки через подключение привода. Ага. Когда патроны кончатся, можно эту штуку юзать. О, да, это было круто. Ты можешь больше никого не убивать? А будет восстанавливаться? А ты постарайся, поняла? Но оно восстанавливается, но очень медленно. Ну, то есть порядка 10 патронов. Это чтобы ближним боем не пользоваться, если вдруг ты не хочешь. Эта хрень, короче, тебе дает, ну, где-то выстрелов 10-15, наверное. Думаю, как, блядь, отсюда выйти-то? Крас, зачем этому больному психу понадобился ремшкаф? Для чего Петров хотел взять под контроль Элеонору? И зачем ему оружие? За него дерутся роботы. Предатель понимал, что подвергшиеся агрессии роботов сотрудники попытаются Ну, чтобы быстрее, да, у тебя этот восстанавливалась, короче, вот эта полоска внизу слева и справа. защищаться. А солдаты, охраняющие предприятие, предпримут попытку получить более мощное оружие. Видимо, побоялся, что кто-нибудь наткнется на него случайно и пристрелит предателя, как заразный свинь. Очень Это может будет быть. действовать примерно вот как я Макара сейчас подобрал, вот то же самое. Ремшкаф Петров так и не заполучил. Да. Но алгоритмы Элеоноры оказались деформированы самым ужасным образом. Сволочь, мать его. Ремшкафу башку снесло напрочь. Она несет жуткий бред, а вместо нормального оружия она делает какую-то немыслимую Сейчас хрень. попробуем, как сносит. Думаете, мы остались безоружны? Основные эпохи тут по-любому это дробаш. Вторая есть. Да какая кринжатина. Замок в виде, блядь, какой-то морды. Ты туда пихаешь какие-то колбы, блядь. Готово.
Вроде заработал. Все. Но местами это сюр такой, как бы. Ой, не так топочек. Вовчик, бля, взял, руку сломал. Пососная это мини-игра, я скажу. Он даже бьет его как-то не очень уверенно по рылу. Вовчик ничего не чувствует. Еще, блядь, все заново. Не, нормально. Тут этот контрольная точка была. Хера для Вовчика. Тут есть контрольные точки, это хотя бы радует. Хера для Вовчика сколько выстрелов надо. Так я ему из жопки чуть-чуть ресурсов пососу. Пионерам чё на заметку. Чаще обращайтесь к крем-шкафу Элеонора. Не забывайте изучать активные навыки и улучшать ваше оружие. Для достижения максимальной... Ну, понятно. Помещение, однако. Чувствуется сеченовский размах. Как Что раз. это за место, Шас? Это архив семенного фонда. Сердце комплекса Вавилов. Здесь хранятся образцы семян различных растений, специально выведенных для засеивания Луны и Марса. Потрясающие результаты уникальных экспериментов. Блядь, несёт? Выберите желаемое действие. Да, оружие. Улучшение. Это обвесно Макар, да? На него патронов пока мало дают. Поражающая головка. Все это добавляет специальную атаку, увеличивает заряженный урон. Возможно. Бля, ресов не хватает. Полигон 6, тут видишь еще, короче, по полигонам надо скакать, чтобы пуки себе прокачивать. Вот в чем фишка. Тронь. Что я поставил-то? Скорострельность. Ну, уже что-то хотя бы. Все, потом пособираем, можно еще пошустрее, чтобы он стрелял хотя бы. А то так пока одного Вовчика завалишь, можно состариться нахрен. Там робот, походу, в жало танцует. Ну, музяка вся узнаваема. Все подобрал. Турель. Визуально это скорее блины, но конструктивно ваша оценка более точна, майор. Да похуй, Храс, не время! Зафиксировано нарушение микроклимата в помещении. Ну, а как оно восстанавливается? Так же, да? Целостность контейнеров с образцами нарушена. Сейчас, подожди. Ящик какой? Какой ящик? Надеюсь, он мне там не достанет. Ну такое. А где музяка? Куда музыка делась? Кстати, хотелось бы уже хоть какого-нибудь босса увидеть за 20 часа. В смысле я завалил эту турель?
теперь ее нет? Ничего не понял. Только что здесь стояла турель, она меня стреляла. Я поднялся, ее вообще просто, ну как бы ее нет, она взорвалась. Дело не в том, то, что они ее чинят. Или в том. Или она перемещается. Это странная хрень, конечно, ну ладно. Ладно, больше лута, чё. Правда, сейчас яркость что-то меня как-то смущает в игре. То есть она вот с этих обломков пчела подлетит и соберет? Очень странно. Ну ладно. Это ж фантастика. Чувствую, следующая локация там вообще, да, жоподерка начнется. Сейчас пока лайтовенько, сейчас пока... Ах. Сейчас пока меня только знакомят с этой всей бедой. Пожалуй, тогда и придется, наверное, снижать уже уровень сложности. Ну, посмотрим. Пока, если действовать аккуратно, то вроде все получается. Вовчику прям в подбородок ебанул. Блять, тут же. Вот бесят эти мини-игры. Угу, вижу. По заданию надо туда идти. Я просто так осмотреться, просто в какую сторону, дым-сюдым. Где ящик? С двух ног мне просто вошел в меня. Бля, еще идут. Ну, тут мистер Дробовик уже. Пока откат, да, идет? Ну точно. Попробуем так действовать. Они меня спалили. Сейчас, подожди, я что-то отвлекся. Где я тут был-то? Вот тут ящик. А где тут проползти-то? А, вон тут. Блять, хоть фонарь был сраный дали. По-моему, вот этот вот рентген мог бы замениться за просто обычным банальным фонарем. Я не знаю, может, я, конечно, не прав, но, по-моему, да. Там вон еще наверху ящик. Только хоть допрыгнешь. Почему? Потому что надо отсюда скакать. Так я еще пока не привык вообще всем этим пользоваться. Я пока сейчас пытаюсь, блин, к боевке привыкнуть. А как сюда? Никак. Надо сюда заходить. А сюда никак. Тут с этой стороны замок мешает. Придержи. По низу.
еще проход. Вот попадоса. Все, чинить-то ее некому. Да, сносят эти падлы до хера. Как-то разве можно подтянуться? Подожди. Assassin's Creed пошел. Хера с два не в ту сторону. Ни хера не пойму. Как забраться-то туда? Как-то же можно. Почему вот он в эти дырки не может руки просунуть? Их же там много. Не получается сразу залезть и подтянуться. Сюда он прыгает, и все. Напоминаю, лабораторное оборудование является собственностью парка. Порча, присвоение и передача оборудования третьим лицам является нарушением закона и Раз, два. Ой, да в пизду эту херню. Пошли, короче. За одного ящика тут мозги ебать. Да нахер. Кстати, откат. Почему сюда нельзя зайти? А, просто неактивная дверь. Там, по-моему, ну, как-то можно попасть. Не зря они там ящик этот поставили, но... Блин, ну я не знаю, как, правда, туда попасть. Потому что, ну, это какой-то... Вот он, ящик. Его же видно. Я думал, то, что вот отсюда прыг, потом сюда и вон туда. Как бы и все. Кстати, откуда они сюда прилетают? Я не знаю, они все тут на одном уровне. Ты вот сюда максимум запрыгиваешь, и отсюда тебе уже никак не забраться. Вот смотри, залезаю, прямо бегу с прыжком, двойной прыжок, этот shift удерживает, ни хера. Вот не хватает соло. Он же по этим штукам не может ползать. Нет. Пиздук. Это слишком много времени моего потратил. Всем сотрудникам, получившим повестки с кодом
кодом СИН-21 и СИН-22 надлежит пройти регулярное еженедельное собеседование в отделе социального контроля. Система автоматического устранения неполадок. Критический сбой в системе физической безопасности. В принципе, если эту пуху до должного уровня прокачать, она может хорошо помочь. Плюс халявные патроны. Эй, кто там? Не кто-то. В жопу ужалил. Подожди. Эй. Только автоматический лифт. Так вот эта же пушка, она же бесплатная. Она же откатывается. Чем мы не едем? Эй. Вот, едем. Тут не совсем, видишь, пушку-то надо качать. Тут надо качать, вот, чтобы у тебя быстро восстановление шло. А больше как бы оно и не надо. Я уже не говорю там про урон какой-то там. Этого будет достаточно. Просто чтобы вот мелкие всяких врагов мочить. На халяву. Все, закончились, никого нет. Стреляем, чё. Я тут, наверное, со всех этих, да, со всех углов комнаты народ пособирал тут. Прилетели пчелы, которые все были тут поблизости. Так, теперь давай смотреть, как туда попасть. Ик, это что такое? Это, блядь, что такое? Есть еще что-то? Вот наверху ящик. Здесь он залезает. Хотя, по идее, вот эти... Я случайно не с той стороны, где я пытался залезть, нахожусь? А, нет, это другое место. Как туда попасть? Это вот так надо проплыть. Попробуем. Балдеж. Ёбнулся еще в самый низ. О, какой-то ящик. Бля. Я в каких-то колуарах вообще. Я куда-то упал. Ну хоть не это, не за текстуриями. Спасибо. Здесь можно протиснуться? Нет, рожа толстая. А тут, о, сейчас тут пройдем. Нет, надо его с другой стороны оббегать. Так не получится. Ну, чё ты, где застрял-то? Между ящиком вот этим хуйню повис. Так, отсюда, сюда. Потом сюда. Потом сюда. Тут наверх.
Чё-то не очень хочется тут ящик теперь собирать. Почему он не запрыгнул-то? Он иногда вот очень пососно прыгает. Вроде же вот отсюда можно запрыгнуть, разве нет? Вот тут он не достал. Вот почему? Упал в самый низ. Вон балка с белой краской. Ну-ка, подожди. Попробуем дверь подергать. Так, подожди, а балка с белой краской это для чего? Это чтобы тот ящик достать? Сохранение данных. Ну давай попробуем. Просто из любопытства. Ну вообще надо, я думаю, не отвлекаться на подобную херню. 5. Почему он не долетел вообще? Вот этот сраный рывок с прыжком. Так, через жопу пашет вообще. Я последний раз попробую, не долетит. Все, очко. А почему это он должен через всю комнату долетать? Далековато. Ползти по балке, да? Понятно. Я думал дойти до этой балки и просто от нее как бы ориентир. Затупил, что бывает. И чё? Угу. Все, чтобы назад вернуться, тебе вот эта вода нужна. Позывной плутоний. Блин. Чё, куда она ведет-то? Так. Все. А сколько геморроя из одного ящика? Давай еще раз. Че это порнушница мне расскажет? Оружие или способности? Ну давай посмотрим, что там по способностям можно сделать. Соточка. Массовый телекинез. Это что дает? Телекинетический блок получает модернизацию, увеличивающую радиус массового захвата. А вот это что? Нейрокинетический модуль получает возможность ронять поднятых противников с ускорением, нанося им урон от падения. То есть поднял, еще и мордой можно треснуть. И добить чем-нибудь еще. Как вариант. Вот это? Радиус. Ну давай попробуем он так качнуть. А вот тут, кстати, непонятно, а вот эта штука, она у меня стоит или нет? Кстати, откатить можно в способности, походу. Ну-ка, F. А так как 2 будет, да?
Так, Ленка, давай еще. Мы улучшить можем дробаш? Скорострельность и точность. Дело-то хорошее, кстати. Есть ресурсы на это? Да, есть. Урон отдача. Что за кассетник? Позволяет наносить тонкий слой особого химического полимера, пролетающий вдоль ствола пули, придавая ей дополнительные свойства при контакте с противником. Короче. Давай, скорострельность и точность. Урон. Скорострельность прицеливания. Ну давай. Дальше. Так, ну вот это мне хватит, а теперь все, да? Она не хватает реса. Ладно, качнем что есть. Просто так, почему бы нет? Я же... Тут даже, смотри-ка, то, что если тебе прокачка не понравилась, ты можешь обратно рисы получить и вкачать куда тебе надо. То есть, если ты не тащишь боевку ближнего боя, то ты берешь и просто все обвесы, короче, разбираешь и прокачиваешь, допустим, вот это. Потом вот это. Ну, естественно, тебе дают меньше, короче говоря, ресурсов. Но тем не менее. Майор, оружие или способности? Так, подожди еще. Вот у меня. Так, давай боеприпасы. Не густо, конечно, но давай, пока есть возможность. То есть уже что, уже халявная пушка слабенькая есть. Дробаш тоже можно мочить. Плюс еще у тебя телекинез. Да тут действительно на не совсем прям обязательно ближним боем действовать. Точно, патроны. Сейчас. Эргономика оружия. Грамотно пользуйтесь энергетическим, огнестрельным и оружием ближнего боя, чтобы эффективно распределять ваши ресурсы. Спасибо. Сохранение данных. Я, наверное, возможно, расточительно хилы пользую, но не знаю, я пока что-то еще не уверен. Туда потом только можно добраться. Хилов у меня 6 маленьких. Эх, Вовчик упал. Ну ладно. Остальные где? Можно, конечно, но я говорю, то что тут самая тема мелких роботов. Вот с этой пуколки расстреливать. Вот тебе ресурсы, да?
Всякую вот эту мелочевку можно разбивать и так. Если уж вовчики перещелкиваешься на дробовик. Ну, по крайней мере, пока я так эту боевку вижу. Хочешь ближний бой, это чисто это... Ой, она скопытила меня. Если хочешь ближний бой, вот тебе, короче, телекинез, всякая хрень. Юзаешь это дело. Блять, ничего не вижу. Вот как это говно теперь выкинуть? Тут много всякой летающей дичи. Вот поэтому тут ближний бой не совсем будет актуален, я так полагаю. Ладно, сейчас посмотрим, конечно. Пока много чего летает. Так, и чего? Ага, пальцы. Но видишь, у шокера откат-то тоже может быть долгий. Как у телекинеза, допустим, того же самого. Не знаю, это разбираться надо в сравнении, получается, смотреть, что тебе удобнее будет. Ну, хотя бы есть разнообразие, знаешь. Хочешь так, стреляй, хочешь ближний бой, мочи. Хочешь их магией хуячь. Так, надо было зацепиться за эту хрень. А поддоны прям советские, дырявенькие все. С херового дерева. Вот видишь, я пока тупил. У меня херак откат. То есть мне дробовик не нужен, по идее, пока что. Пока терпит. Все, больше никого нет внизу. Мне кажется, вот в эти коробочки, они там лут таскают. Нужно будет потом вниз спуститься, поживиться. Ну да, классика. Че, больше никого? А музяка только разыгрываться сначала. А вниз-то как упасть, чтобы это пособирать? Вот по-любому же это вот... Я сбивал больше ящиков, кстати. Я же, наверное, потом спущусь и потом хер поднимусь туда наверх. Открываешь вот это. Потом через тот лифт. Чик-чирык и сюда. Ради 3 ящиков. Да пошли они уже. Не пойду. Все закрыто. Черный Володька. Я позырим. Там, наверное, ящик.
Ну такое. Здесь же тоже проход какой-то. Да, он идет, забирается. Чтобы что? Чтоб ни хера не допрыгнуть до сюда. Да. Вот он хоть с дэшем, хоть с... А, вот, подожди. Подожди. Блять. Ну. Чё не зацепился-то? Неужели? Сюда, сюда и наверх. Подожди, ну тут же проход был вниз. Ладно, давай посмотрим, что тут. Интересно, зачем они сюда именно меня ведут? Серьезно, ради одного ящика? Он что, так необходим? Материал, моргу, детали из металла. Да, ну я бы не сказал, что я всегда такой, по-моему, собираю. Ой, блядь, я чуть-чуть подох. Ну и ладно. Это спуск какой скоростной получился. Я не люблю тебя. Редко выпадает энергоман. О, я где нахожусь? Ну, прям тоже за каждым ящиком свозиться. Ну, не знаю, это что, лутер-шутер прям? Что это такое? Лево-право. Товарищи. Надо то же самое, только на зеркальном отражении сделать. Подожди, а зачем я этим занимаюсь? Я ж с той стороны был. Мне туда как бы не надо. Петро! Чё они мне голову Я знаю, морочат? что ты здесь. Бежать некуда. У тебя 10 секунд, чтобы сдаться. Да он обрыганный там в углу стопудово, да, где-то? Мне, походу, придется этот замок ломать. А нет, слушай. Не факт. Судя по биометрике, перед нами Петров. Петров. Это без головы. Он голову потерял. Сука. Правда, Петров. Как чувствовал, что этим закончится. Шарик-то Волшебник, я П3 прием. Волшебник на связи. Шарик-то надо изъять. Ты нашел Петрова, сынок? Я нашел его труп. Тело обезглавлено. Голову размозжило погрузчиком в кровавую труху. У него в голове были коды, посредством которых Да, я рассчитывал прекратить весь неспроста этот они кошмар сделали быстро, такой замок. усугубляя количество уже имеющихся жертв. Простите, Дмитрий Сергеевич. Я опоздал. Теперь придется решать эту задачу sorry, I'm другими late. способами. Сынок, при нем были кольца. 2 кольца, похожие на золотые. Никак нет, Дмитрий Сергеевич. Только свеча. Короче, загадки эти рандомные. П3, немедленно отправляйся в Положение комплекс ВДНХ. точек рандомно У у нас тебя назревает стоит. проблема похуже Петрова. Там главное просто Что это... может быть хуже Петру? На ВДНХ тебя встретит Михаил Штукхаузен. Как это Он называется? поставит тебе задачу. Поторопись, дорога каждая минута. Как понял меня, сынок? Вас понял, волшебник. Выдвигаюсь. Тут главное, короче... Да отвали.
Главное, чтобы она у тебя в правильном положении, эта загадка появилась, и тогда он гораздо быстрее взламывается. Чё, куда идти? Сюда, потом... Теперь во вторую дверь, что ли? Двери заперты. Без подачи питания их не открыть. Всего и делов. А вторую свечку мы сейчас вытащим с этого. Боссы-то будут у нас появляться? Ошибка. Неблагоприятные условия внутреннего микроклимата вегетативного генератора. Генерация электроэнергии невозможна. Я вижу, что вот видишь, пронесите колбу, еще колбу, колбу, 4 колбы, блядь. Механизм подачи спецполимеров в систему жизнеобеспечения березы. Система жизнеобеспечения имеет 4 основных направления. Поддержание оптимальной температуры, борьба с насекомыми. Короче, 4 тумбы, 4 колбы. Давайте. Строго соблюдайте рабочее расписание. Минута задержки на обеденном перерыве. Эта минута украденная у народа. Так, я понимаю, что колба-то нужна, но тут в какую теперь сторону-то просто хоть идти? Холодная лаборатория, пестицидный цех. Колбы из пестицидного цеха. Так и чё он не открывается-то? Чего они все не работают? А, только по очереди, да? То, что открыто. Я понял. Значит, они по очереди просто будут открываться. Анализ ресурсов никаких нету, ладно. Просто сохраняем. Здорово, Рисака. Да, давненько. Чего, какая? Алкогологии. Твою мать, откуда взялись такие монстры? Это трупы погибших солдат, зараженные ростками побега. Что-то я Раз, запутался. я в термоцехе часом не кремируюсь нафиг? Нет. Блядь, Внутри нихуя ходов. лабораторных стендов термоцеха происходят технологические процессы, требующие повышенных температур. Но в помещениях самого цеха температура вполне комфортна. Подожди, займемся. Так, вот сюда я зашел. Отсюда я... Что-то херак, и я потерялся вообще. Так, вот оно дерево. Вот мужик, говорит, в пиджаке сидит, а вот оно дерево. А, и тут ты, получается, по кругу так чик, проходишь, и вот эта лестница, да, по-моему, стоит. Но не знаю, это не точно еще. Здесь отдых, ладно, я хотя бы сохранился. Давай сначала по кругу здесь обшмонаемся. Старший робототехник Александр Ефремов. Вас ожидает в диспетчерской. Что, закрыто совсем? Это тут и ход на второй этаж есть. Подожди, рано. Ну, значит, я и там ни хрена не найду. Это по-любому. Такие заросли. Словно тут лет 10 никого не было. Может быть, это сбой в системе гравитационной модуляции или излишняя подача полимерных удобрений. Рост стал неуправляем и избыточен.
Ну так подожди, тут надо, хотелось бы как бы это, как проституток всех посмотреть. Я походу не досасываю немного из ящиков, потому что что-то бывает остается. Хотя, ну, по идее ты должен один раз кнопку нажать, как бы и все. Так. Блять, опять запутался, где был, где не был. Вот. Мужик, спокойно. Кого-то они мне напоминают. В принципе, монстров из очень очень странные дела. Макарыч. Чего они все, блядь, хотят меня с двух ног-то ушатать? О, как он разобрался хорошо. Это я типа дробовик, потому что прокачал. Классика. Все, собирать тут больше нечего. Не знаю, пока что-то как-то путаюсь, правда, то что где был, где не был, когда заходил. Пока коридоры как-то, ну, не знаю, одинаково вообще. Это центр. Сюда никак, да? Ну давай сюда пройдем. Не, ну если враги появились, значит правильно идти. Правильно идет он. Last of Us. Ебучие пироги. Дичи тут становится еще больше. Че, мы их маленько тут потравмируем, пока у меня заряд есть. Все. Ебать ты страшный! Да не очень, но такое. Нет, дробаш тема. Дробаш тема, если его прокачать еще путево, то вообще будет добро. Тут же по-любому какие-то винтовки будут, кстати, я уже тут был. Какие-то винтовочки-то тут должны находиться. Но если тут тебе прям навязывают ближний бой, то дробовик тоже будет в тему вообще. Оно и как-то поживее, наверное, играться будет. Но это опять же пока, до той поры, пока у тебя есть ресурсы на этот дробаш. Патронами тут не особо, чтобы жаловали. На больших боссах огнестрел не канает. Там ближним боем, да, только лупить. Ну, что поделать. Ну, если тут их немного. Да ну, сколько же вас? Кукушки-то ему вообще заебись у них отлетают. Не, пока вот дробовик самое то. Не зря вкачал. Я вот сомневаюсь насчет телекинеза, конечно. Нужен ли он? Так к тому, наверное, времени, когда появится первый босс, можно уже крафтить будет эти, как его. Так, я сюда зашел. Можно будет крафтить и ракеты наверняка. Тут много времени занимает то, что ты, короче говоря,
лутаешь, чтобы потом крафтить. Они прям геймплей этот сильно растянули. Нихуя он телепортировался. Деловой. Это что сейчас было? Он на пердаке своем подлетел, что ли? За толпой прям, в очередь, сукины дети. В очередь, сукины дети, в очередь. Ну, крафтом они очень сильно геймплей растягивают. По-моему, в этих загадочках можно даже ничего и не накручивать. Так, в общем, где у нас постовой весь обписанный сидит. Он писал много и умер. Вот, мне туда надо. Но мы давай сейчас вот сюда сходим. Тут же наверняка что-нибудь вкусное есть. Нет? Туда даже никак. Пока врагов немного на тебя бежит, ну типа их не 10 тысяч миллионов несется, как в каком-нибудь Serious Sam'е. У тебя тут откатик, здесь этот какой, здесь дробовик. Ничего, я думаю, можно привыкнуть. Спесилась, час от часу не легче. Обычно это безобидный биолого-физический робот. А тут стопудово надо миксовать. Одним оружием не затащишь. Чем она нас может атаковать, кроме столкновения? Затрудняюсь ответить. К ТТХ этой модели у меня нет доступа. Лишь бы у нее к нам доступа не оказалось. Выражаю полное согласие с вашей позицией. Ладно, пошли искать колбу. Хоть двери в цех теперь искать не придется, можно сразу через окно пролезть. Майор, оружие или способности? Так. Способности-то хрен с ним. Би-би-би-бим, боеприпасы, да. Что это такое за ресурс? Детали из металла. Это биоматериалы. Синтетический материал. С кого он вылетает? Ну, короче говоря, в принципе, можно всегда юзать патроны для дробаша. Да, они затратные, но тем не менее, у тебя врагов на тебя тоже сыпется довольно-таки неплохо. Так, а каким-нибудь другим оружием? Что, только гранатомет и ближний бой? Сохранение данных. Могли бы в сейф-комнате, короче, и хотя бы эти, как он, здоровье пополнять. Да, мне падать вниз надо. Зона полимерных резервуаров. Че я нажал? Здесь особая субстанция. Мне бы шибко не пизнуться. Он ко мне, Вовчик, уже бежит. На всех своих. Все, -1. Да ладно, она как снайперка, блядь. Че, он поближе ко мне подойдет? Что они сейчас делают? Какой Вовчик, а?
Странно они перемещаются просто. Я прыгну обязательно. Все, утопил еще третьего. Они странно тут перемещаются. Они, во-первых, дерганая какая-то анимация, он вроде тут стоял, потом жух, он резко поворачивается, вот сюда запрыгивает, что-то прыг. Как-то по зигзагообразной этой траектории он бежит. Ну, не знаю. Конечно, специально так сделано, чтобы тебе было сложнее по ним стрелять. Сейчас, подожди, я полутаюсь с этих педрилок. И где она может быть? Это комната. Сколько их, троих, да, говорил? Установка выдачи люминесцентного полимера размещена на одной из этих платформ. Второй там где-то плавает. Поищем. Третий, точнее. Туда уплыл. Вот он. Иди сюда. Оп. В принципе, если не торопясь, тут можно аккуратно все зачистить и не всех не провоцировать на драку. О, хе-хе. На таком только это вождении учиться на категорию С. Это, блять, откуда тут? Что там? Ядовитый газ? Хорошо. Ну, и Вовчика вверх. Стрелять нечего. Вариант. Вверх Вовчика, если он уже близко к тебе подошел. И его отстреливаешь вот этой пугалкой. Халява. Надо так же пиздануто двигаться, как они. Ой, прям в жижу. Да где у тебя кнопка, падла? Такой странный. Может, не надо было с ним драку заводить? Или он обязательно? Ну-ка, давай так. Я, короче, сейчас где-то от десяток патронов просто так просрал. Окей. Будем знать. Дробаш бы побольше заряда. 4 патрона слабовато. Так, есть что тут еще собрать-то внизу? Это там что такое круглое? Ну, овчики по-любому закончились. Это красным тут отмечается. Какая-то таинственная полусфера, я не знаю. Там что лысина? А где я его грохнул-то? Вот тут где-то? Да. Металл, нейрополимер. Дело того не стоит, с ними лучше не связываться, потому что с них выпадает меньше ресурсов, чем ты тратишь на них. С электрического пистолета можно, в принципе. Но... Скорее всего, у тебя заряда не хватит, чтобы его замочить. Так, ладно, полетели наверх. Позывной Плутоний.
Чё, кого? Я думал, тут проблема, кстати, будет вообще лютая в сохранениях. Но тут их, ну, как бы дают. У тебя и автоматически игра сохраняется. Плюс еще сами автоматы с сохранениями везде разбросаны. Не шибко душат. Товарищ майор, такие колбы используются в приводе полимерного наполнителя. Может пригодиться. Да потому и взял. Слишком уж специфично выглядит. Угу, полимерный наполнитель. Мне сюда эту колбу надо зарядить. Как наверх-то забраться? Возможно, даже фуникулер нужен, чтобы попасть вот оттуда. С шифтом, да, он не долетит, ты чё? Я хер знаю, может быть он в этой, как его, дорелизной, пресс-релизной версии и долетает, но, по-моему... Ладно, давай попробуем еще раз. Почти. Я подох. Ну ладно. Хотя бы эту колбу зарядим, посмотрим, что дальше. Да будем закругляться. Такие колбы используются в приводе полимерного наполнителя. Может пригодиться. Угу. Вот да меня где-то хранили. Слишком уж специфично выглядит. Проверим. Что ты делаешь? Какой Windows? О. Так. Давай еще раз попробуем. Да не достает он ни хера. Тут же не зря он там. Где? Вон там вот жижа. Подожди. Ну и нахер тут shift нужен. Псина ебаная. Что за какие-то мини-игры, блядь? От прыжка он не долетает. Можно и так было подняться. Такие колбы используются в приводе полимерного наполнителя. Может пригодиться. Вон, давай просто для прикола. Слишком уж специфично выглядит. Не, может быть, правда, они пофиксили как-то эту тему. Чуть-чуть он не долетает. Вот какую-то петушечку просто. Ну, подняться можно куда проще. Уёбок, а это вот он, правда, встал нахер и взял мне по жопе. А я его как этот... Думал, это декорации. Вовчики лежат. Ладно. Сейчас отбиваться будем. 35 дней. Отлично. Я тогда позже зайду. Процесс синтеза можно ускорить. Это радует. Как именно? Гигантские миксеры, осуществляющие перемешивание исходного полимера в резервуарах, насыщают вещество анаэробными бактериями. Бля-бла-бла, давай вкратце.
Если скорость возрастет, процесс ускорится? Тут какие-то вот термины постоянно у тебя Его звучат в ушах. В нормальных условиях скорость От них даже, процесса не по-моему, варьирует. устаешь немного. Но удар шока способен подать на их электромоторы повышенное напряжение. Вот на уроке химии. Осталось найти эти электромоторы. Ну туда теперь надо. А как? Это получается вот со второго вот этого бассейна вверх просто поднимаешься. Что за музычка? Я думал, за мной Вовчик бежит уже. Ну, вот. Так, подожди, надо еще раз сохраниться. Ага, вот он. Вы знали, что здесь имеется технический фуникулер? Ну, я как бы подозревал, что здесь имеется способ как-то обслуживать подвешенное под А, потолком вот он, банк. фуникулер. Давай поэкономим пока что. Что надо сделать? Че по кругу поедешь шокером в миксера бить? И пчел много. Так, мне надо, оказывается, стрелять. Нет, подожди. Надо быть осторожнее. Падать придется далеко. Можно ушибиться. Ушибиться? А вы оптимист. Работа такая. Ну и что, ничего не работает? А, надо вот именно в эту точку. Ну. Я думал вот этим шокером, который у меня в руках. Сработало. Как красиво бассейн засветился. Обращаю ваше внимание. Нештатное воздействие на оборудование вызвало срабатывание ремонтного алгоритма. Ну и сейчас пчелы будут это все дело чинить, а я должен отбиваться, чтобы они это не чинили. Понятно. Или нет? Вот они. Не, слушай, они не особо-то чинят. Вот они скорее меня ужалят. Так, последняя. Чик, запустили. Почему эта фуникулерная хрень не может двигаться быстрее? Ну давай быстрее. Блять, у меня патроны кончились. Зачем мне это обучать? Я уже типа должен это знать априори. А я не вижу, блять, что происходит. Все, вроде отбился. А этот поезд дальше не идет. Вот в чем фишка. Подожди. Надо, чтобы я вообще, короче говоря, еще... Какой пососный тут прыжок просто. Куда я урон получил?
Ну и как теперь туда забраться? Угу. Хотя можно было бы сначала их внизу пострелять, чтобы не мешали. Но они, скорее всего, по скрипту будут появляться. Все, получилось. Опять величайшая загадка. Сука, только начинаешь хотя бы задумываться начинать, что с этим делать. Тут тебе в ухо какая-то гнида треснет обязательно. Дай-ка угадаю, я сейчас туда подойду, они отсюда выйдут. Подожди, ну тут же одна. Здорово, Альф. Вот оно что. Я что-то не обратил внимания на эти рисунки. Возможно, видюха должна тихо работать. По крайней мере, ну, если какие-то подозрительные шумы, то лучше, по-моему, это по гарантии отнести. Я бы по гарантии отнес. Смотря, ну, я не знаю, смотря насколько сильный шум еще. Может, это типа в пределах, скажем так, для этой видюхи, в пределах нормы. Потому что есть шумные видюхи, есть горячие видюхи. Смотря какая фирма тоже. Я не знаю там, что по фирмам говорят. Отзывы почитай. Может, она действительно должна быть шумная такая. Дотянется он электричеством до сюда. Ну и чё, где? О. Да, надеюсь, я ничего не пропустил. Осталось ускорить последний электромотор. Осталось остаться без патронов для большего комфорта. Да не стой, я не останусь, у меня полтинник на дробаш. Кстати, надо обратить внимание на то, сколько у тебя патронов, когда ты проигрываешь, и сколько, ну, типа, тратятся ли они. Если ты часто, ну, короче, проиграл, допустим, а у тебя патронов также сколько до сохранения. Кругом приятная глазу иллюминация и не. Надеюсь, я правильно выразился. Тратятся. Хорошо. Все. Звук такой, как будто вертушки, когда крутятся, как будто задевают обо что-то. Из этого звука шуршение, тарахтение, именно когда скорость доходит 65-100 оборотов. А отзывы попробуй, говорю, почитай. Может, это нормально. Колбу можно забирать. Это не совсем прикол этого задания, понял? Мы просто сейчас по кругу проехались.
И как бы все. Майор, оружие или способности? Пушки давай. Точнее, не пушки, а боеприпасы. Пунь, 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 пунь. 6 штук. Нормально. Ничего не пишут. Не, ну если на твой взгляд это подозрительный шум, то сдай видюху просто в этот... В магазин обратно скажи, вот так и так, такая проблема. Вот на мою видюху у нее гарантия 3 года. То есть я в течение 3 лет могу ее сдать, если что-то с ней будет не так. Перегреваться, допустим, либо шум, ну сам понимаешь. Так, надо в другой бассейн прыгать. Спускаться. Вообще в обход надо идти. Другая видюха, то же самое, что у меня. Он сдал по гарантии, ему поменяли на другую. Но там вообще у ДНС не совсем все так просто. Там они сдают по гарантии. Вот. Ты сдаешь по гарантии. Они, во-первых, ее тестят. Они ее пытаются отремонтировать, там еще что-то. Вот. У меня так то же самое было с материнкой. И не факт, что они нормально ее починят. Ну, типа, ты ее сдашь по гарантии, они ее возьмут в ремонт. Месяц там у себя промурыжат. Ждать примерно так придется. Вот, месяц там они ее промурыжат. И не факт, что они нормально ее сделают. Так, чисто какой-нибудь вентилятор тебе поменяет, да и все. Но если будут обратно просто проблемы, так же неси просто, да и все. Если что, с доплатой поменяешь на какую-нибудь другую фирму. Они по-разному, они смотрят, если случай гарантийный, не гарантийный, короче. У них там свои же геморрои. Всего как бы тут не угадаешь. Если они видят то, что нельзя починить, они тогда просто бабки возвращают. У меня так они материнку пытались починить именно. Вот, они мне ее обратно вернули, но я что-то так посмотрел, то что ничего такого особого там не изменилось. Они могли какой-нибудь кондер просто, знаешь, прихватить паяльником и все. Я такой, не, ребят, давайте я вот вам с витрины сейчас возьму какую-нибудь другую и доплачу чуть-чуть там. Рублей 300, по-моему, или 700. Доплачивал. Нормально. До сих пор пользуюсь. А первая материнка прям вообще не работала. Они месяц там мы себе ее тестировали, что-то там, я не знаю. Может, в космос как космонавта отправляли на проверку. Не знаю. У них еще есть такое, то что они отправляют, во-первых, во время тестировки. Они мне что сказали, то что браков ничего такого, косяков мы не обнаружили, поэтому проверяйте другие комплектующие. Они мне вот что написали. Проверяйте другие комплектующие, это значит, они просто взяли кондер какой-нибудь отвалившийся, подпаяли нахрен и все. Чисто чтобы отшить тебя. А если брак, я тебе говорю, то просто сдавай ее нахрен, да и все. Пока гарантия самое то. Ты как покупатель можешь пользоваться этой привилегией как угодно раз. Так, мотыльков мы, значит, запустили, да? Угу.
Будем на этом закругляться. Там видюхи не ремонтируют, они отправляют ДНС в Казань, а там проводят диагностику. Ну так всегда, вот у нас тоже в городе диагностики нету, там по-другому, короче. Они вот там куда-то в Мурманск, а нет, потом его вообще в Питер, короче, отправляют. То есть они катают еще только недели-две эту видеокарту, чтобы ее нормально потестить. Я на видео телефон снял, так вертушки тарахтят, я могу им... Они не будут на это смотреть, к тому же в диагностическом этом... Нет, дискорда у меня нет, не пользуюсь. Ну, как бы где-то, может быть, и есть, но... Не пользуюсь. Вертушки эти, то, что они у тебя... Ну, им похер, как, короче, что ты снял. Может, это не та видюха. Может, ты там снимал где-нибудь у товарища. Лишь бы сдать ее. Вот и сам, но я бы сдал на том месте в ремонт, а там посмотрим, типа, что будет. Я же особо не к успеху. Ну, смотри сам, если старая видюха есть, то сдавай. Ладно, ребят, будем закругляться на этом. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, пока.